reckless, thoughts are feeling endless, sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious, I feel so defenseless, betrayed and embarrassed, I hate being open, I hate being broken, I feel like an ocean filled up with emotion, anger ain't a potion, rub it on like lotion, I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken, I can't move on till I let go, I feel so lost, never at home, need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go, I can't move on till I let go, I feel so lost, never at home, need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. I need time to heal, I can't steer the wheel, cause this private hill, and it gives me chills, a nice road it feels, I slip off the hill, and crash all the steel, will I ever heal? I can't move on till I let go, I feel so lost, never at home, need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go, I can't move on till I let go, I feel so lost, never at home, need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. Так, доброе утро всем, кто уже у нас на канале. Здравствуйте. Сегодня у нас специальный гость. Специальный гость, специальный, никому сильно никто ничего не говорил. Мы удержались, продержались так долго, дождались этого момента, и вот они здесь. Точнее, сегодня не специальный гость, специальные гости. Да, две девушки сразу. Так, да, гости. Да. Так, сейчас я вам так перевернем картинку. Итак, как вы уже видите по названию, всем бонжурмо. Здравствуй, Даня. Все видите, соответственно, уже. Вот и они. Так, всем здравствуйте, гости. Здравствуйте. Дождались. Сейчас я побольше сделаю. Так вот. Вот, на весь экран, чтобы прям знали, да, не стесняйтесь. Ну, что поделаешь. Так вот, хоба! Сегодня будет чуть-чуть по-другому, не совсем обычно, и надеюсь, вам понравится. Так что мы сейчас разберем это. Так, сюда. Итак, всем доброе утро. Кто не знает этих девушек, они вам сейчас и представятся. А так, в принципе, здравствуйте. Президентки. Здравствуйте, представляйтесь, что ли. Всем привет, меня зовут Аня. Я Юля. Вот, все довольно-таки... Юбочка из тюля. Вот. И надо сейчас как-то трансформировать по размеру. Не, вот так вот сделаем. Вот так. Итак, где битва в пижамах
подушками. Ой, опять вместе мужики нам. Ну вот, началось. Так, ну всем доброе утро. Класс. Все, о, Джаст, ничего себе, блин, доброе утро и тебе, Даня, Юрец, вот тебе, я ему так намек только сделал, как тебе сюрприз. Подушками. Нюта, Юля, все уже знают, в принципе, друг друга, и сегодня еще мы вот здесь встретились, так получилось, хорошо, прям... Такая маленькая была договоренность, можно сказать. И все получилось, в принципе, классно. Я очень рад. Они тоже очень рады. Уже мы это по шортам видим, отдыхают. Круто. Молодцы. Это получается не так все просто, как вам кажется, это все сделать. Но у них получилось. Очень рады. Даня, приветос. Даня, девчонки, приятно вас видеть. Да. Теперь отпуск, получается, мы смотрим, как девушки отдыхают. Отпуск, короче, такие вот дела. Доброе утро еще раз. Ну что, рассказывайте, девушки, резидентки. Как у вас что, настроение, какие планы? Все рассказывайте прям сегодня, прям будет допрос устраивать. Я просто стесняюсь. Стесняет, да, Юля стесняется. Хотя, кстати, вот стесняется, у человека-то вот как-никак, а 1000 есть. Видите, какая и стеснительная такая, да, 1000 уже набрали, все нормально, прям с собственными силами, ну и резидентом еще там. Юль, не плачь, да, не надо плакать, не надо. Это слезы радости. Мы за тебя все рады, и я вообще рад, что вот именно вот так вот получилось. Классная была идейка вообще. Вот, супер идея сделали, да, и посидим тут, поговорим, может, что-нибудь новенькое узнаем, может, что-нибудь расскажете такое, что еще никто не знает. Ну, всем барин, доброе утро. По ним видно, что хорошо отдыхают. По вам видно, что вы хорошо отдыхаете? Ну, на то он отпуск, Юрец, чтобы хорошо отдыхать. Ну что, рассказывайте. Девушки, что-нибудь расскажите, нам интересного. Блин, вот я вот до последнего, я уже не мог последние 2 дня, если честно. Вот так вот, как не сказать про это. Теперь вы говорите. Да. А мы сегодня на бесстыжие ванны пойдем. Вот. Бесстыжая ванна. Так, секретик один уже. Бесстыжая ванна. Поподробнее теперь мне теперь интересно. Там такие ванны, типа горячие источники. Да. Просто их называют бесстыжие ванны. Потому что... Бесстыжие купаются. В смысле бесстыжие? Потому что там просто идут люди нормально без одежды, наверное, купаться, правильно? А можешь хоть раздетый купаться. Ну, я про это и говорю. Зачем одежда, если они бесстыжие? Я же о чем говорю. Про того Юля еще не знает. Я еще не сказала, что не надо купальник с собой брать. Да, у меня до сих пор глаз дергается. Да ладно, что ты. Все, Не будут. Да, это первые 5 минут, а потом уже на это не обращаешь внимания. Юля, это только первые 5 минут как-то совесть там что-то там непривычно, а потом через 5 минут такая, это одежда лишняя. Это нормально. Это уже, я когда первый раз нудистский пляж увидел, тоже такой, ничего себе, а потом уже ты на это не обращаешь внимания. Это то же самое сравнительно, когда кто-нибудь волосы себе зеленым покрасит или синим, смотришь на этого попугая, говоришь, о, попугай пошел. А через 5 минут на него уже никто не смотрит. Это просто первый раз шок такой, потом не смотрят. Что у вас еще интересного будет на днях? Резидентши вы наши. Ну что у вас еще будет? А, на аттракционы поедем кататься. Вот. Теперь аттракцион это раз. Ну, там, думаю, всякие какие-то такие горки, да, вот это вот все такое помощнее будет там. Ну, карусели, да. Карусели. Я вспоминаю... Да, мультик, да, с детства. Карусели, когда ты много выпиваешь, такой, карусель, поехала. Кто из вас боится карусели? Да не, я высоты боюсь, но все равно на каруселях катаюсь. Говорится, через свой страх. О, там чат уже попер, короче. Согласен с Олегом, что это будут... Шорты, кстати, с ван будут. Юрец, нет, такое нельзя. YouTube им быстренько скажет, ребята, девушки, говорит, не надо. Нет. Шорт он захотел. А, Юрец, ты вот приезжай, если мне не изменяет память, город Пятигорск, правильно? Да. Все, Юрец, город Пятигорск.
адрес потом в личку тебе напишут. Приезжай и сам иди в эти ванны и запишешь шорт про себя. На себя. Себя снимай шорты уже. Шорты. Я могу пойти без футболки, да, но если без шортов, это уже такое дело. Посмотрим. Олег любит чего с колбаской. Да как колбаска, там такая сосисочка такая, какая колбаска, как джаз, какая колбаска, что вы говорите? Тогда в личку, Юра, не пугай. Юра, не надо никого пугать, не распугай людей в чате. В Германии, кстати, насколько в курсе, бани даже с полотенцем не ходят. Да, в Германии, если вы в Германии в сауну ходят в общую, да, все, и западло, если ты зайдешь туда в одежде, так не пойдет вообще. То есть полностью все раздеты, это нормальная тема. Меня приглашают. Здравия, привет. Даша, Няша, здравствуй. Тебя приглашают. Конечно, тебя приглашают. Вон, в Пятигорск поедешь, там найдешь. Там город небольшой, 5 гор, разберетесь. Какой-нибудь тебя найдем. Да, вот, видишь, уже начинает, уже все так потихоньку, мелкими шагами доберешься до нужного адреса. Я думаю, все равно скажешь там, где Angry Wolf, где ютуберша живет, они тебе скажут адрес, я 100%. Уже. Да. Мои очки, я не выспалась. Ну, есть. Я тоже старался выспаться, но это тяжело, потому что вся неделя была тяжелая. У вас, как вчера я шортс видел, мы еще так в личном чуть разговоре пообщались на эту тему. Как вообще раки-то вкусные? Все нормально? Да, Конечно. Такие оранжевые, прям длинные. И красивые, когда Сидят, сварятся. дразнят, сидят такие, да, такой. Говорю, потому что я еще сегодня утром просыпаюсь, и мне представляешь, что первое в лицо шортс, вот этот с раками, там все вот эти дела. Ну, нормально, да, говорю, это шорты. Еще пивом так их сверху полить надо. Вообще будет красота. Нет, пиво мы в себя заливали, Да. на них еще не тратили. И их в себя, и пиво в себя. Ну, оно там перемешается, будет салат с крабовыми палочками русский такой, знаете, есть. Да. Вот. Вот именно. Девчонки, что будете... Вот, Юрец задает вопрос. Девчонки, что будете проходить после отпуска, обсудили уже? Да, у нас много игр есть, так что Да. всегда найдется, что пройти. И Мы таки просто стул не хотим обсудили пройти. очередность. Ну, после резидента, когда резидент закончим, у нас еще компания Шерри не закончена, и еще там компания Ада, не знаю, будем ли мы ее проходить или нет, там, потому что второй персонаж, он как невидимка какой-то. Ну, так. понятно. Ну, там Не как-то очень всё. интересно просто смотреть. Она как бы одна героиня идет там. И потом уже можем, хотим поиграть в вот эту игру. Мы тогда с зомбачком играли в нее. И Take It 100, это два таких родителей застали человечками. Игра очень прикольная, веселая, блин. Можно, блин, проходить ее хоть раз 10, блин. Ого. Окей. Слушай, заранее интересуются. Сейчас отпуск закончится. Приходим на канал, а там пиво, раки. Да. Вдруг, а тут уже заранее уже так один шаг вперед, чтобы уже знали, какие игры будут. Шорт с раками может выстрелить в топ. Just я согласен. Я говорю, я утром прям, мне сразу же в ленте, понимаешь? Вот в ленте Чиканок, Юля и Нюта, вы втроем, у меня с утра в ленте шортс, короче, так вот, по очереди, да. Чикан там сейчас с утра записывал, в спортзале там сейчас он гантели тягает. Здоровья ему побольше. Кто не в курсе, он опять отдыхать поехал, короче. Ну, надеюсь, Да. скоро восстановится, и мы его опять увидим. Он обещал, кстати, забежать в чат, так что наблюдайте за чатом. Все, если забегает Чикакок, то вперед. Не, Олег, не с раками, а с... С раками. Есть так... Блин, у меня аж это... Есть и такое, да, барин-клуб. Везет у кого отпуск. Да, везет у кого отпуск. Девушкам завидовать не надо. Отпуск все-таки это такая штука, особенно если ты работаешь. Это заслуженная вещь. Вам желаю хорошо его прям провести, чтобы оторвались много контента от этого всего отпуска. У меня самого через неделю начнется. Я тоже вам буду показывать много контента. Ну вот, резидентши, задавайте вопросы резидентам. У вас специальные гости. Сегодня вас я чуть-чуть так обманул. Обычно специальный гость как бы один человек. А у нас прям сегодня двойная упаковка. То есть вдвойне больше вопросов задавайте. Блин, это я помню этот день, и сейчас минутку эфира быстренько у вас забираю. Помню тот день, когда
Я пошел, еще у меня гипс на руке был, все дела вот эти. И мне сообщение, да, Анюта написала. Я отпуск там все. А, нет, Юля, говорит, там билеты, там сейчас все будем брать. Мы, говорит, там вместе будем. И потом гость такой. Ну все, теперь у нас специальные гости. Олег тоже будет светиться. Джаз не знаю насчет того, что я буду светить. Скорее всего, жена скажет не свети, а то это засветит. Засветит. Мне, если честно, мне на рентгене отсветили конечности. Ну, я имею в виду там кости. На рентгене. Юра, я не высказывалась, а не за танк. Я и трусы подрезала. Вот. И что, если Больше не цеплялась. Ага. пойдете, короче, тогда в эти ванны, которые стыжие, и нормально будет там, а там разберемся. Завтра что в Сколково, наверное. Что такое Сколково? Так. У меня такой личный вопрос еще. Сколько еще у вас вместе опыт проходить будет? Да? Сколько вместе еще у вас отпуск Мы- будет проходить? 13 на 14 уезжаем ночью, улетаем. А, ну Обратно к себе. На север жопу морозить. еще пару дней есть. То есть такая разница все-таки большая в температурах летом, да? Все равно? До У сих них пор? вообще тут жара невыносимая. Не, у нас. ну, да, у Нют там у них как в Италии, я понимаю. Но я имею в виду, на севере прям тепла никакого. У нас все тает, холодно, там не будет. Редко, у нас редко, когда бывает теплое лето. Максимально до 30 градусов. А так всегда 17-20. Английская погода. Ну, то есть, адрес теперь запомнил, город Пятигорск. Кто хочет отдохнуть, как будто он за границей, приезжайте к Нюте, там, или там пальмы, пляж, все дела. Пальмы есть? Это очень такое... Нет у нас. Ивы Я- как пальмы, чё. Есть. На озере вчера ездили, эти плачущие ивы, так красиво, они так А, ну свисают. вот. Кстати, да, плачущие вы. Не обязательно пальмы. Во-первых, что, пляж, там, водичка, да, вот эта погода хорошая, атмосфера. И если рядом еще вот все справа-слева также все отдыхают, все, атмосфера есть и пиво с раками. Пальму я свою привез. Вон, Юра уже пальму, кстати, к вам привезет. У вас хорошая погода. Девчонки, кстати, рыбачат прям шорцы космос. Не то слово, да. Если еще на днях на рыбалку у них успеют еще съездить, то вообще будут дела. Кайфули. Я Готовят? не любитель рыбалки, это Аня больше рыбак. Да. Подавай мозг. Ой, ё-моё, ничего себе, блин. Вот, прочитайте, готовят, ловят. Чисто сел на диван и все готово. Только разве что подпитываем периодически местом для битья сковородой. Подавай мозг на завтрак и норм. Обалдеть. Ничего себе. Ах. Так, Фуля. секундочку. Что здесь такое происходит? Так. Что-то я ссылочки отправил. Где актив, люди его что? Что спим-то? Еще не проснулись, что ли, все? Откройте тайну Юли на рыбалке. Не обязательно рыбачить. Да, есть такое. Здесь... Можно и нарыбачиться, да? Да. В Можно другом и комаров немножко. покормить. Я здесь такое, да, я... Вот он, А чеканок. это Илья. Привет. А вот он. Я уже про тебя намекнул, а вот и он. Тихо, вдруг они не в теме. Да, подставишь мужику. Да нет. Аня 100 пудов в теме. Она на рыбалку чаще ездит, чем я. Она знает, чем на рыбалке надо заниматься. Я больше чем в этом уверен. Так что буду фоном. Да. Супер. Илюха, привет. Девчонки, целую, внимаю. Чекан, приветос. Да, вон, все здесь. Самое главное, чувак, волосатый мужик зашел. Да, есть такое. Я, кстати, увидел, да, думал. Я думал, это как это? Илья Пресняков или что это такое было? Знаешь, эти волосы прям такие длинные, блядь. Да ничего себе, прям. У Юли прическа покороче будет. Чеканок у него выросли прям, слушай, нормально. Целую в обе щеки. Шикарно, да. Илья, здоровья тебе крепкого сибирского. Возвращайся в этом году назад на YouTube. Не, в следующем месяце. Вот, ну Юлю под каре, прическа, говорю, или шорт, когда записал, я такой смотрю, ничего себе там, ну, выросли-то за зиму. А щеки так аж 4
Даже с языком. Ничего себе. Все, чекан мужик качается на тренаже, мужик только волосы, да. Не, ну слушай, ну это волосы, это ничего страшного, если бы у него там какие-то другие там вещи были там. Всем привет, Владимир. Владимир, привет, здравствуй. Привет. Привет, привет. Чеканок, наша краса, русая коса. Да, есть такое, блондин, что ни на есть. Если так будет дальше качаться, у нас еще будет, в России будет еще один Тарзан. Так что, ребята, не пугайтесь, будет 2. Ну, Тарзан этот, который этот, Наташа Королева. Какой Пресняков, у него просто от таблеток гормоны зашкалит, волосы начали расти. Юрий, нормально так. Вчера отказался от 200 кило. Какая? Килокалорий. Блин. Парень, не пугай, отказывается. Что-то там это самое. Иди просто 3 километра пробежись и все. Ё-моё, блин. Что там отказываться? Надо. Просто надо, если поел чуть больше спалил, и все будет нормально. Так. Я хотел лично Юлю спросить, потому что последнее наблюдал, у тебя что-то переросли с привычного контента резидента, переросло все в какой-то ужас. Вот этот вот керри, вот этот вот. Что-то страшилки пошли, потом опять что-то, и это самое... Будет Village Resident, нет? Который я еще никак... Я же проходила его уже. Да, значит, я еще тогда не смотрел. Потому что я его никак не... Мне руки не доходят. Мне дома сейчас нет последние дни. Вчера... Я его проходила после того, как он вышел, можно сказать, в июне месяце того года. Да, в то где-то время вышел. Я его на Новый год получил, тогда он летом где-то еще выпускали. Вот. Они даже мне намек сделали, говорят, какой-то еще будет в этом году. Я говорю, какой Они этот? будут... Его хотят от третьего лица делать. Скорее всего, чтобы вот эти очки одевать и ходить, да? VR вот. VR вроде тоже хотели туда. Обалдеть. И дополнения выходят, там за дочку Итана можно будет играть. Если только дополнение будет, и если будет от третьего лица, то только тогда на максимальной сложности буду проходить. А так я его уже проходила на стандарте. Я тоже там в том стандарте в каком-то непонятном. Спокойно, не спеша. Не страшно, ладно. Это все мелочи, это все так. Между делом. Сегодня мы отдыхаем, у вас отпуск, у нас, в принципе, тоже. И у меня тоже, стрим включил, раз в полгода. Чекан выздоравливает, задавался по больницам шариться. Да, всем приветики. Наталья, здравствуйте. Есть такое. Пишите вопросики в чат тоже. Я еще чуть-чуть не проснулся, и мне надо прямо сидеть, что-то напрягаться, когда у меня голова еще кругом за всю неделю идет. Но мы сейчас соберемся и Так, подожди. 5 дней. Ну да, вот у Ньюта такая же тема. Последний раз был 5 дней назад стримчик, потому что сейчас... В смысле ссылка? Ты прямо на название стрима ты можешь нажимать и переходишь по каналу. Сейчас, подожди, ссылку поставлю. 5 дней назад был стримчик, понятное дело. Как раз после этого Юля приехала в гости и уже не до стримов. Так что от вас ждем тогда шортс. Что-то звук пропал. Я в танки не играю, мне вообще не нравится, не очень нравятся эти игры танки онлайн, которые Катя любит играть. Ну, понял. Да, вот, девчонки, как давно знакомы, откуда знаете друг друга? Юра задавал, я тоже хотел этот вопрос задать, но я еще не проснулся. Так что рассказывайте, давно ли вы знакомы? С удовольствием. Давно. Послушаем. 5 лет. 5 лет. Юрец, 5 лет. Рассказывайте, все, я молчу. Мы познакомились в одной онлайн-игре, онлайн-чат, знакомство. Галактика знакомств. Галактика, Galaxy. Вот, и все. Сначала познакомились, общались не сильно так особо, потом вроде как поругались, через какое-то время опять вроде бы подружились, и все. И вот до сих пор пока не ругались. А теперь резидент, пиво с раками и опять резидент. Да. Не, супер. Я в YouTube это я ее затащила. Да, она меня затащила, и меня там не было, я не вообще ничего. Она говорит, я хочу с тобой в одну игру поиграть, вот в эту.
Я говорю, ну давай поиграем. Тебе надо то скачать, это скачать. Я, скачиваю, ничего не понимаю. Она мне сразу идет топ, и чтобы я сразу тоже стримила, а я вообще ничего не понимаю. Я первый раз, когда открыла этот стрим, я так, тупо смотрела в камеру и смеялась, я слова не могла сказать. Так, теперь все, освоилась сейчас уже. теперь все соберемся, идем на канал Дани и ищем первый стрим. Я удалила его. В смысле? Нельзя такие вещи удалять. Это же шедевр, это же история. Как удалила? Ты что говоришь? Я удалила его. Да, у тебя первый У идет. меня получилось нормально записать только с 6 попытки. Все 6 я удалила. Ты удаляла? Я Здравствуй, что-то даже зачем ты удалил? У тебя, да, Beyond Да там Two так страшно Souls. было. Да, Beyond Two Souls она начала проходить на стриме. Потом Resident 5 пошел. А вот же он же есть у тебя Beyond Two Souls, игра первая. Или ты перепроходила? Конечно. Beyond Two Souls. Помнишь? Первая игра у меня где-то есть. Но я начала после того, как мы с тобой начали уже в Resident играть. Первый Resident мы играли, когда первую игру. Я еще не записывала, а на второй Да. я уже стала записывать. М. Первый, там, мы, помнишь, ждали разрешение мне какое-то. Ну там ты на же сама камеру. первый стрим-то включала, ты не играли не с тобой, а ты играла сама в Beyond Two Souls, помнишь? Про девочку, которой у нее там типа призрак-то. Куку-то у нее там. Раздвоение личности было, у нее там что-то такое Я было. поняла. Да, у нее после 2 стрима этой игры пошел Resident 5. И потом в это время мы с вами и познакомились. Вот это и получается первый стрим твой. Да. Первый стрим мой. Не удалила ты его, вот он есть. Всё, Beyond не- Two не- Souls. не удаляй, не- Да, ну с 6 попытки я его записала, Ну оставила. там-то ты там начинала, там только по пару минут у тебя не были, Да, из-за по тебя вот пару там. минут, по 10 минут. А потом, наконец-то, я собрала. Но все равно я стеснялась. Так стеснялась. Ну да. Все стесняются. Не О, всегда блин, сразу галактика топ. Кто из вас чаще всего в тюрьме была? Она. кажут. Неправда, у меня корона на голове. Корона, Это- видишь? Я всегда сижу на своей планете. Меня посадить нельзя. Ну вот. А их я могу сажать. Это где всякие чаты, приваты. О, запчасти, знаю. Много слез было в аэропорту. Как вы друг друга встретили? Прям сразу шампанское в потолок, красная дорожка, оркестр или типа сразу стриптиз-клуб поехали? Ого! Вопросов сколько в одном. Ну-ка. Сейчас парилки. Я ее целый час ждала в этом Я ее целый аэропорту. час в аэропорту искала. Блин, созваниваемся. Мы возле терминала. Оббежали весь терминал, их нигде нету. Блин, да где же вы здесь? Так она говорит, Да. возле терминала, говорит, город какой? Минеральные воды. Так а что, аэропорт такой большой, что ли? Ну да, там аэропорт, там как бы терминал, где когда прилетает, ты выходишь. Мы сразу же багаж, когда забрали, вышли и стояли, ждали на улице, потому что жарко, душно, а мы же еще как капусты, мы же с севера-то у нас-то холодно, сюда прилетаешь, тут жара, и мы как капусты одеты ждем, где же она там ходит. У меня уже мелкая вся изнылась, изревелась. Мне уже хотелось сесть обратно в самолет и ехать домой. Да, представляю, Юля стоит такая, телогрейка, валенки, шапка, ушанка такая, шапка. Можно сказать даже Нет, так. вот смотри, ну да, с севера прилетела шапка, ушанка, да, Ньюта навстречу тебе в бикини идет, говорит, а что это вы так тепло одеты, да? Вот это реально шорт. Слушай, тут даже, Юра, я с тобой тоже могу согласиться. Такое шорт, не выстрелит, он разорвет весь YouTube напополам. Такая в бикини навстречу идет, говорит, давно не виделись. Говорит, так мы еще вообще никогда не виделись. Вот, да, ну ничего страшного. Блин, главное, что супер, очень рада, что именно вот, запланировали. Это было тоже как бы не так уж и просто. Ну, получилось у вас с балалайкой медведь. Балалайка. А лучше Я бы- с пивом и раками, чем с балалайкой и медведем. С оленем. С оленем. У нас олени. Да, здесь северная олень, а в Пятигорске, что в Пятигорске, там будет навстречу выходить, там
Медвежоночек. Маленький такой большой такой. Не, нормально, там курортное место. Я смотрел как-то про это и, блин, клево, конечно, это очень все хорошо. Это просто замечательно. И вам, конечно же, ну, я тут Юле говорю, северному народу погреться на юге теперь. Это вообще Да. будет. Нет, это реально интересно, потому что вот эти вот всего лишь там несколько часов полета, вот это климатические зоны, все, да. Я сам когда такие вещи пробовал, когда вот климат резко меняется, и организму вот надо несколько дней привыкнуть. Как у тебя с этим? Да нет, нормально. Нормально? Ничего не Даже такого? и дети нормально перенесли смену климата. Не это, ничего. Дети, скорее всего, говорят, мам, давай здесь останемся. Говорит, почему там холодно? Здесь печку топить не надо. Здесь хорошо. У нас тоже печку топить не надо, у нас же центральное отопление. Ну, все равно снег там холодно, а здесь-то... У него-то она зимой в бикини, наверное, ходит на рыбалку, я не знаю. Все возможно, у них Да. снега никогда толком не бывает. Ну, как и у нас, да. Мы снег по картинкам рассматриваем. Да. По фотографиям. Мне он чеканок снег присылает, это шорт прислал, говорит, у нас снег. Я говорю, ну, хорошо, я хоть шорт посмотрю. Умнички. Вот, Алекс, ничто не истинно. Привет. Привет. Комментатор, здравствуй. Я вот он, человек, да, говорю, премьера одного, потом премьера у Юли, вот так вот, и поехали. Так можно весь день на ютубе просидеть и ничего не делать. Вот он здесь, с чего начинается утро, с канала «Ничто не истина». Каждые Так 5 и минут есть. делает новый досмотр. Да, я 6 недель пробовал дома, я это заметил, у меня уже такой в голове план выработался, да, и в определенный момент там люди, там кто-то домой приходит, кто-то вообще на работу не ходил, и у них периодически такой стрим в одно и то же время такой, и вот так вот дни пролетали, а теперь все. Отпала вот эта халява, надо на работу ездить иногда, точнее каждый день. Так, что и спрашивать еще, что у меня сейчас пока еще этот мозг не совсем работает. Понятно, 5 лет назад познакомились, общались, кого перши, хотел написать, но что-то я и так и не написал, потом, наверное, допишу. Еще наоборот, теперь Ани такое, да, если, ну, теперь Юля бывала у тебя в гостях, не хотела бы ты именно зимой к ней в отпуск съездить и на снег посмотреть? Если честно, я хочу к ней в августе поехать. Там рыбалка будет хорошая. Блин, ну вот. Ну а зимой на зимнюю рыбалку. Пока досверлишься, уже забыла, что хотела. Не хотела. Не, зимняя рыбалка это не для меня. Не нравится зимняя Ой, рыбалка? Анжелка пришла. Анжела Бубнова. Кусь-кусь. Анжела, Анжела, привет! это тоже с наша нами. девчонка. Да, она тоже с Пятигорска. А, Она супер. тоже меня встречала. Да. Ушла на 2 часа, осталась на сутки. Вот, это как в песне прям, слушай, это круто. Какая мотивация. Как это было? Мотивация. Девчули придумали... Как девчули придумали название каналов? Кстати, да, есть такое. Рассказывайте, горячая девушка и девушка-волк. Расскажите, пожалуйста. Девушка-волк. Да я не знаю, я когда канал свой создавала, я просто на табум что-то написала, и такие оно и осталось. И больше ничего не меняла. Горячая Юлия. А теперь менять нельзя, ты понимаешь? Теперь уже все. Теперь тебя так только все и знают. Ну да, Да. уже как бы имя сделалось на канале. Да. Единственное, останется позже в информации канала дописать номер паспорта, и все. Шутка. Аня, у тебя? Почему именно волк? Не знаю. Почему? У меня везде, я везде злая волчица записана. Шортс Мне такие волки все. нравятся. Шортс такие все просто добрые, ну, полезные, там, семейные, я не знаю, да. Но как Angry Волк, это как злой волк, получается, переводится, да? Злой волк, злая волчица. Злая волчица. Да. Может, когда камеру выключаешь, все, разрываешь там, а мужа гоняешь по хате, нет? Конечно. Нет такого. Есть такое? Есть такое. Юра, видишь, в чем проблема? Точнее, не проблема, в чем этот фикус. Когда выключается стрим, все. Так что подумай перед тем, как в Пятигорск лететь. В
Будет ли слияние каналов? Будет ли интеграции? А что толкнуло на создание каналов? Что толкнуло? Что вас толкнуло на создание каналов? Ну, Нюту мы поняли, а Нюту толкнула Юлия, а Юлю что толкнуло? Муж? Ой, нет, не муж, я сама. Я Сама себя толкнула? раньше вообще даже в Ютубе ничего не смотрела толком. Вот как-то проходила какую-то игру, не помню уже какую название этой игры, и решила в Ютубе посмотреть, как ее пройти. Мне тогда попался вот этот канал ПХК, первый хоррор. Даня у нас Ага. Визинчик его любит смотреть. И Да. что-то, потом на Куплинова наткнулась. И так что-то стала смотреть в Ютубе ролики вот, прохождения игр. Понравилось, тоже захотелось. Ушла в отпуск сначала, а потом в декрет. Сидела почти, дома почти больше, чем полгода. Делать нечего было. Вот и стала записывать ролики, выкладывать их на YouTube, постепенно приобретать оборудование, вебку, нормальный микрофон, клавиатуру получше, мышку получше. И так вот и до сих пор сижу. Да. Потом Аньку подтянула, мне понравилось, как бы ты общаешься с людьми, играешь, и не так дома ты сидишь тупо один, играешь и замыкаешь в мониторе, разговаривая сам с собой, а так хоть ты знаешь, что тебя кто-то слушает, и с кем-то ты общаешься. Потом потянула ее, говорю, давай с тобой попробуем, поиграем в кооп. И вот она тоже подсела на YouTube, тоже понравилось. Супер. Я помню, ровно 100 подписчиков назад мы познакомились с Аней. Заходим на канал. Это было очень поздно ночью. Вы сидите вдвоем, там что-то играете. А Чиканок такой, мы сидели, общались в Дискорде, говорит, смотри, говорит, там Юля, говорит, играет. А у тебя там подписчиков было 600, что ли? Я такой, а что это? Ну, я думал, там, 600 подписчиков, куда там, такая вся, знаешь. Такой, зайдем, заходим на канал, сидят вдвоем, там, что у вас там было, Резидент, тоже месяцев 6, наверное, назад. Резидент 5-6, я 5, скорее всего, да. Как раз это начало было, у Ани было там 6-й ролик, может, 5-й ролик на канале. Заходим. 18 подписчиков у тебя там, да, такие, поддержать. Мы там раз, я зашел, Чекан, этот зомбачок, раз, ей подписок, там донат заплюс, такой, все, что случилось, там еще с настройками, как обычно было. А Настройки стрима во время стрима. Да, это классика, это нельзя отменять. Чеканок сближает. Чеканок есть магнит, я бы сказал. Ну, не магазин, а магнит, который который притягивает. Никаких реклам вот этим вот. Как развивались каналы, с какими сложностями столкнулись, как решали вопросы, возникающие в процессе становления. Видите, Джаст подходит с такой технической стороны, прям такими, как этими вот наводящим. Рассказывайте и поподробнее чуть в этом месте прям. Я не считаю себя профессиональным игроком. Я играю так, как я умею играть. Ну да, для себя. Не для себя. Сложность ваша в развитии была какая? Именно прям такая, чтобы вы сказали, вот прям это было сложно, когда вот как на канал пошел вверх. Что было сложно? Да сложно еще до сих пор сложно. Вот, видите, то есть даже если у тебя там 1000 или 100 подписчиков, или 200, или 500, сложно, в принципе, всегда, да? Сложно, да, всегда сложно. Это же надо же уметь еще сидеть и думать, как их задержать, что-нибудь не ляпнуть такого, что там задеть, обидеть кого-то, потому что у меня язык без костей, я могу заиграться и нести всякую чушь. Ну, то есть фильтр все равно такой, думаю, как в голове включаешь фильтр, чтобы поменьше некоторых вещей говорить. Да. Ну, у меня тоже такая есть штучка. Я уже к этому пошел наоборот. Мне даже это больше нравится с того, чтобы потом в жизни меньше использовать ненормативной лексики. Потому что у меня одно время это было прям рекой. Хотя я разговариваю уже на нескольких языках. Могу переключиться и пойдет. А это нельзя. Ну, это хорошо. Олег, а ты выписывай вопросы, они как бы универсальны. Да, Джаст, выписывай. Я потом просто стрим этот буду пересматривать. Я же чат никуда не убирать не буду. Спасибо тебе за такие вопросы. Классные, очень хорошие. Аня, я твою сложность понял. Ну, можешь повторить еще раз. Когда говорила, только что вот минут 20 назад про сложность свою, когда начинала стрим. Алло. Нет, сложность, у меня постоянно какие-нибудь проблемы. Для меня сложность это вот... Нет, знаешь, самое первое...
это ты сел, и все. И Да. все пошло как надо. А потом начинается, то микрофон не слышно, то игру не слышно, то Юля не слышно, то там не золотуха, то вообще. Первая сложность какая у тебя была? Ты же говорила о ней, скажи еще раз. На камеру, когда вот что вот села, Стеснение, да, это прям... боязнь камеры. Это барьер. Я Барьер. Ну, Боязнь людей. Я вот вроде ты сидишь, да, на камеру, с камерой разговариваешь, Сам собой никто как в будто. лицо тебе не смотрит, в глаза лично не смотрит, но все равно Да. есть вот это вот замкнутость. Я даже сейчас вот на стриме, сейчас у меня более-менее это уже отошло, но когда только включили стрим, у меня было вот это каком стеснении, вот сидишь и прям это, не знаешь, что говорить, молчалка и это, да, скромность потом, такая да. идет. А потом, когда со временем, к концу стрима даже, можно сказать, осваиваешься и уже начинаешь болтать. Вам секрет раскрою. Плюс Наливайте. еще, что я, что она, мы редко стримим, поэтому у нас это быстро отходит обратно. И обратно надо настраивать Да. себя. Кстати, да, поскольку, да, у тебя же получается, ты больше играешь сама, потом ты заливаешь, это как примерка, да. Я Мгм. первый раз зашел на стрим такой, и я смотрю, знаешь, я работаю с программой Movavi в обработке, ну, когда вот видео режу какие-нибудь, вот эти влоги большие, такой захожу, смотрю, блин, я же знаю эти эффекты. Что такое? Я что-то не могу понять. Я думал, зашел на стрим. Оказалось, все это премьера была. Я первый пару раз вступил, пишу, такой, а что такое? Да, такие пишут. А это же запись такой, ё-моё. А я сижу такой, думаю, ну, потому что это тогда еще тоже были начальные такие стадии. И у меня аналогичная проблема, вот именно вот на камеру там что-то сидеть рассказывать, это вообще, можете зайти мой первый стрим посмотреть, и я его не удалял. И там в этом первом стриме, блин, больше часа только настроек, страшно, и настройка стрима во время стрима. И прошло вот уже сейчас, сколько у нас, 10 месяцев почти прошло с того раза, как я начал первый стрим, и ничего не изменилось. То есть перед стримом всегда какая-нибудь есть. То есть девушки вот подтвердят, всегда какие-то есть нюансы, которые не работают или не включаются, или что-то пошло не так, правильно? То есть Мгм. я не знаю, мне кажется, даже если ты возьми какого-нибудь стримера-миллионника, и у него тоже будет, то есть оборудование все равно, оно, ну, такая непредсказуемая штука. Нет, но подводит. Да. Вот, и еще, вот, как вот, у меня вопрос личный такой, допустим, именно во время стрима. Вот, у меня, вот, зависит ли ваше внутреннее состояние от того, как вы будете себя вести на стриме? Или все-таки ты как-то перестраиваешься и, ну, получается все-таки что-то? Или все-таки, если ты там, допустим, уже до стрима было настроение не очень, и все, и потом, значит, пойдет не в ту сторону. Есть такое? У меня всегда поднимается настроение, когда я начинаю Да. стримить. Ничего себе. Круто. Ну, Да. это, конечно же, хорошо. Ну, не каждый может. Я просто говорю, вот такая тема надо. Мне надо все что-то время пройдет, успокоиться чуть-чуть там, да. Или сидишь, потом не знаешь, что сказать. Вот сейчас вот тоже, пока проснусь, у меня сейчас мозг как говно начнет работать, еще пройдет, сколько не высыпался всю неделю, и сидишь поначалу такой, блин, а что сказать, как чего сказать, там, да, тем более, особенно, когда вот не именно по какой-то теме определенной, то есть мы сейчас сидим, а в общем, о чем-то говорим, да, у нас нет какой-то одной именно темы, и это чуть-чуть сложнее в том плане. И то, что редко включаешь стрим, здесь, да, есть такое. Я тоже в этом. Потом ты сидишь, думаешь, блин, а что сейчас, а как там это? И это, не видишь, это когда повтор смотришь стрим, и думаешь, что я там нес, да. Не было такого, когда повтор стрима, допустим. Работа над ошибками. Я иногда проверяю, ну, смотрю стрим, перемотаю чуть и смотрю, что говорил, как себя вел. Не проверяли никогда? Не было такого? Да нет. Нет. Я как-то даже об этом не задумывалась. Не задумал? Нет. У нас это еще с школьного времени. И вот я попробовал один раз. И знаешь, как вот эти вот слова, которые неправильно, ну там какие-то слова, или повторяешь часто одно и то же слово, когда ты уже это не замечаешь, но на ютубе-то это останется, и потом, ну, для себя ты зайдешь на повтор и посмотрел, так, это надо больше не говорить, или здесь я этого много сказал, или мало.
или что-то сидишь, какие-то вот эти вот жесты, у меня такое тоже бывает. Поначалу у меня были пару слов, я начал это замечать по монтажу. То, что на мотоцикле ездил, я вот одно слово мог за 2 часа 200 раз сказать. И это вообще жесть. То есть, когда ты это не сам замечаешь, потом со стороны такой это на камеру увидел, услышал, у меня аж самому вот так вот прям аж. Ну а что поделать? На монтаже хотя бы можно вырезать. Сейчас, что во время стрима происходит, это все. Это останется на ютубе. Сегодня пишем историю. Говорит, сегодня останется в истории Да. стримчик. Правильно? А когда ты летсплей записываешь, ну вот как я просто видео снимаешь, ты, во-первых, сидишь один на один, ты знаешь, что тебя Мгм. сейчас никто не видит, никто тебе ничего не скажет, не Да. подскажет, не сунется, нет. Ты сидишь и играешь спокойно с невидимым человеком, вот смотря в вебку, разговариваешь. Да, молодец. Ты видел это, да? Ты видел? И тогда у меня муж говорит, ты того там случайно со мной сидишь, с собой разговариваешь? А у меня давно такая привычка разговаривать с самой собой. Я даже когда еще у меня ни канала, ничего не было, просто сама сидела, играла, у меня это была такая привычка. Сижу, разговариваю с персонажем, ругаюсь на него. Он говорит, я тебя, наверное, туда, в соседнее здание сдам, там, в психушку. Он говорит, ты много что застала разговаривать с невидимыми людьми. Обалдеть. Ну, пока Наполеон в гости не пришел, в принципе, все хорошо, правильно? Ну да. Бунт. Бунт. В чате бунт. Где Драйвер бунт? не читает сообщения. Какой бунт, успокойся. Я, общаемся, надо послушать, пускай девушки. А то я не могу сейчас, я пригласил в гости, они должны поговорить. Я не могу весь стрим разговаривать. Олег Лав, бунт, Джаст. Да что такое, вы что тут? Бонд. Девчонки, желаю вам расти на своих каналах, никогда не унывать, быть таким же веселым, позитивным и интересным. Вас очень приятно видеть вместе. Ваш тандем покорит весь мир. Вот гадайте, кто это написал. Юра? Конечно, Юра, блин, еще. А кто еще? Блин, вчера ему кто-то вчера там уже начал предъявлять, блин. Я даже, ну, как бы, я бы хотел написать, но я уже выключал YouTube, говорю, ну, даже я мог бы заступиться, ну, то есть, дело не в том, что там мамик, просто, ну, человек любит, как бы, да, общаться с противоположным полом, и это, наоборот, хорошо. Другие у меня вопросы были бы к нему, если бы он общался бы, да, не с похожими по его полу людьми так же хорошо, то есть, лучше, пускай с девушками так общается, и, слава богу, я за него очень рад, но... А то на него там, там, типа, ты каждый раз только девушки, это сразу что такого? Наоборот же, ну, как сказать, приятно, когда заходит в чат человек, который сразу, знаешь, понеслась. Все, уже сейчас будет весело, да? Я помню этих несколько стримов, когда Аня с Юрой перенимали весь чат, я играл, я такой смотрю, а там уже прям сообщение за сообщением. Баклажаны в чате, баклажаны. Да какой там баклажан? Там, блин, во-первых, винегрет уже был, мне кажется. То есть весь овощной набор можно было спокойно салат шинковать. Очень было весело. И... Да, если кому-то это не нравится, это ваш выбор, можете не смотреть. Я, наоборот, за, лучше пускай вот так вот люди общаются. И за вот эти вот 10 месяцев, что мы здесь все с друг другом знакомы, так классно сейчас. Прям заходим уже, блин, у нас такая вот компания, не знаю, уже сейчас я смотрел, наблюдал, так считал, около что-то 25-30 человек, которые прям уже там по имени друг друга знаем, заходим и полетело вот это все. То есть игра это так, как Чекан раньше говорил, игра, говорит, фоном, так оно у нас и есть. Когда Юра заходит в чат баклажаны, когда заходит там кто-то еще, там сердечки полетят, там еще там заходит у кого-то Акума Матата, ну вы понимаете, о чем я. И вот оно вот как-то вот это все вот так вот и живет, работает, и это круто, и Смоки, а ты куда, Бунт? Кольтыч, привет, дай девчонкам поговорить. Да, говорите, девчонки. Девчонки, они слушают, смотрят, смотрите на них, разговаривайте. Давай, теперь слово давай, Аня, рассказывайте что-нибудь. Аня, расскажи ты что-нибудь. Да, Аня, расскажи ты что-нибудь. Что сидишь молчишь? Я еще ничего не придумала. А не надо придумывать, говори как есть. Чем мы вчера занимались до того, как я позвонил? Мы были вчера на озере. Да, на озере купались. Потом гуляли по парку. Да, дети там на Детей там на прыгали. батуты прыгали, на паровозиках катались они там у нас. Вот. Потом Приехали домой,
И поехали искать раков. Да, поехали потом за раков. Купили этих живых ползучих. Да. Юля их Приехали. никогда не видела, она их первый раз увидела. Кто первый раз видел? Да, раков первый раз увидела. У нас нет Ты? таких. Ты первый раз раков видела? Да. Да, о, так у тебя вчера тоже премьера была, получается. Ну, Первый так раз. сказать. Вот вопросы. Да, блин, вот вопросы были, а ты их пропустил. Да подожди, ё-моё, что вопросы? Где вопросы? Первый раз... Короче, как видно Ани на домашнее. Она мне его еще не наливала. А она Да. мне его не просит. Шлем говорит и говорит. Половину вопросов пропустил. Да, подожди, еще вернемся к вопросам. Так, раки. Что еще? Мне, блин, надо что ж самому спрашивать между делом. Много было. Во Вверху. вторник планируем в аквапарк поехать. Мгм. И тишина. Я сейчас назад чат отмотаю, вот эти бунтари, блин. Много у них там вопросов, блин. Повлияла ли ваша стримерская жизнь на семью и отношения в семье, как близкие реагируют? Скажем так, куда деваться? Ну да, С нами не поспоришь. это точно. Хочешь, не хочешь. Так, кулаком по Сидеть столу. заставим. У меня нормально все. Даже на удивление я думала, что начнет там возмущаться или что-то такое говорить. Как-то я сколько раз Юле говорила, говорю, что-то мне не нравится. Затишье перекуришь, что ли? Не, вроде все нормально. Да, нормально. Одно другому главное, чтобы не мешало, и все. Да. Вот хорошо. Это очень хорошо. Ну, у Юли уже намек был. Хотели ее в здание напротив перевести. А так, в принципе, нормально. Но это понятно, из-за чего. Если бы я такое видел бы, когда человек с компьютером разговаривает, это мне тоже... Теперь на меня жена смотрит, на такое тоже думает. Ку-ку. Ну, теперь-то хоть я знает, что не сама с собой разговариваю. Вот именно. Так. Что тут у нас стоит по поводу скромности? Чтобы вы могли рекомендовать начинающим стримерам, стоит ли им бояться, как им лучше подходить к стримам? Вот вы видите других стримеров и наверняка замечаете их ошибки. Что бы вы лично могли посоветовать? Я бы не сказала, что я замечаю чьи-то ошибки, Да. потому что я сама не профессионал, я не считаю себя профессионалом. У меня самой куча много ошибок, а со стеснением бороться, так оно как-то само постепенно проходит. Просто главное, не знаю, рот не закрывать, болтать. Как-то оно потом постепенно само проходит. Это Я вот стеснение. ногти смотрю, ногти. Ну, Нет, у Юли, смотри, Юля, она это... Есть такое. Это надо что-то мне делать. Что-то делать надо. Крутить, да, вертеть что-нибудь, чтобы как бы... Умнее. Там. Как Во, оно дай выглядит? Аня, дай Знаете, ей джойстик. Некоторые выступают перед публикой, там они булавки в руках шебержат или в кармане что-нибудь крутят. Мгм. Успокаивает как бы. Типа такого. Ну, да, что это, да, в плане успокоения. А отпускные дали, прям щедрые. Ой, ё-моё, что тут полетело тут, а? Планируете ли вы стримиться на общий доход в семье рассчитывать? Чё, я не понял. Планируете ли вы стримерство на общий доход в семье рассчитывать? Нет, я не считаю, что YouTube мне... Пипку Возьми. Пипку покрути. Дима, специально для тебя. О, нормально. Джойстиком. Я не считаю, что YouTube мне принесет столько денег, сколько я получаю зарплату. Поэтому я не планирую, чтобы YouTube у меня стал официальным доходом. Не с работы уходить, ничего. Всегда так поначалу, когда вот Это идет. для меня просто развлечение, хобби, снятие стресса. Не И более. Общение, как ни крути, все равно. Анжела, Даже если не стрим, а премьера, да, все равно как бы в чате общаешься.
Премьера, да, согласен. То есть, по моему времени в 10 утра у Юли на канале премьера, и там все время за У меня в 10 11 человек. у меня даже будильник стоит на часах, чтобы не забыть. Но не всегда, елки-палки, получается заходить. Когда я на работе, шеф на работе, и все, блин, тут орёт уже 11 часов, заходи к Юле, у Юли премьера, а я не могу. Мужики, шухер, прячем пипки. Юра, продолжай. Олег, ставь на стрим 18+. Юля, возьми геймпад, пипку покрути. Покрути еще раз, чтобы ему легче стало, потому что Юра все-таки... О, нифига себе. Так, все, короче. Давай, ну ты будешь крутить, другую я покручу. Давай О, туда. смотри, даже... Ё-моё, сейчас это самое, ну я понимаю, Надя, это сам, так, понятно. Так, прям щедрый сегодня, нормально. Вот так вот оно и бывает, но только достал уже убирать, осуждаю. Чего, кого убирать? 18+. Достала плюс. Кого осуждаю? Чего осуждаю? Чего? Чего достал? Чего? Все, я работаю. Юрец, стоять, какие работать? Я знаем, как ты работаешь на Ютубе. Он всем говорит, что он на работу ездит. На самом деле он сидит и на Ютубе всех мониторит, проверяет. У меня такую работу, целыми днями сидит, у всех на стримах одновременно. Когда он успевает работать? Не знаю. Я тоже вот иногда этим вопросом задавался, но говорит, что на работу ездит, так что будем верить на слово. Юля, быстрее возвращайся, мне перестали платить за модерство молоком с огурцом, уже никто не предлагает. Ну так тебе он сейчас вот тут уже и молока, ой, и Аня тебе его молока с огурцом дала. Пипку, насчет пипки вас Чекан осуждает, то есть вы только начали крутить и убрали джойстик, вот почему. А я думал, что за причина такая. Но специально для тебя, потом, Юля, сделайте позже шорт, чтобы посмотрели, как вы этим занимаетесь. Это, кстати, очень хорошая тема, напиши название «Крутим пипку», и, блин, 100 пудов просмотры взлетят, и, блин. А если еще вот в таком же кооперском составе, то есть... Аня одну сторону пипки, да, другую. Вот это, да. Понимаешь? Да, и напиши 16 минус. 18+. Говорит, да там уже пишешь хэштег 18+. Юра дома жене ей говорит на работу и переполз с кровати на диван с деловитым видом. Все, видишь, Чекан мою шортс-идею одобрил, так что, девчонки, вы понимаете, что вам сегодня предстоит, да? Берете смартфон, протерли линзу и берем джойстик, пипку, все дела и поехали. Вон уже, смотри, чай, кофе есть, да? А потом пипка, там пиво с раками. Ну, короче, вы понимаете, о чем я началось, да? Будет сегодня весело, это же круто, то есть... Что-нибудь придумаем. Тут, видишь, какой-то у некоторых людей фантазия хорошо работает. А Юра-то у нас, он ЦРБ. Нормально. Он уже угорает. Смотри, все возбудились. Ну, все не все возбудились. У нас всегда есть, кстати, вот сталкер, гейм-центр. У нас всегда один возбужденный человек. Это хорошо. Он приносит с собой овощи в чат. Мы тут салатик режем. Не, сталкер, это не вино, это кофе, действительно кофе. Вино еще рано. Да. Время только утро, ну уже обед. Да, только обед. Вопрос, кстати, вот, Юль, когда у тебя получается, ну, если ты дома находишься, сколько у вас разница во времени есть, Аня, или просто ты на севере? 2 часа. Все-таки 2 часа еще плюс тебе. У меня плюс 2 часа. Да, У меня ну. сейчас, если по моему времени, то сейчас уже после обеда уже 3-й час. Ну вот, видишь, то есть еще 2 часовых пояса 12 плюс. Но. Ну, вот получается так, у меня 10 утра, это если у меня 10 утра премьера твоя выходит, у тебя час дня получается. Да, у меня в час дня, в обед у меня премьера. Все, с математикой не все так плохо. Что у вас по ценам в Пятигорске? Спрашивает барин, ну такой вот финансист. Несмотря на что? Конкретно скажи. Ну-ка, барин, конкретно, вам сколько квадратных метров квартира нужна? Сразу отвечаю.
Он сразу по финансовой части такие люди. Если так сказать, то у них цены намного дешевле, чем у нас. Да, на севере, кстати, я слышал такую тему. Кстати, вот, север. Юля, мне последний раз мы общались, Бархатова помощь нужна была. Помог старший брат Николай, он говорит, там рядом вы живете, да, старший брат? Ну, в Харде живет. Ну, Салихард, да, тоже, ну, что вот эти цены там у вас прям на севере, я еще это раньше слышал, ну, то есть ничего не изменилось, да, чем на север, прям цены нормальные. Но опять же, зарплата соответственно, но все равно оно как бы то на то уходит, когда ты на месте живешь, правильно? Зарплата, если растет, то и цены растут в магазине. Ну да. Поэтому увеличение зарплаты не ощущается. Ну, Потому что в магазин ты идешь и то же самое оставляешь. да. Как жили, так и... То есть, понятно, все, это нормальная, абсолютно нормальная ситуация. У меня очень хорошо фантазия работает, я даже успел. Юрец, а никто и не сомневался. Это не чай. Это... Кстати, о том, как плодятся кролики. О том, как плодятся кролики, спросите у Bartleby Video Games. Кролики плодятся быстро. Вот у меня мама кроликов разводит с отчимом. Вот у них крольчиха недавно родила маленьких крольчат. Сколько за раз получается? Ну, она за раз им по 5-6 приносит. Бывает меньше. Ну, это, слушай, многодетная мать прям. Еще и зависит от того, как нормальная она маманя или нет. Она может их родить и тут же запинать или сожрать или еще что-нибудь. Да ладно, даже так бывает? Да. Да, Если она такая, то ее сразу же да. и на стол. Она такая говорит, дети, сегодня у нас ужин. Обалдеть, ничего себе. Ну, я такие подробности, конечно, я видел, что 3-4 там, да, ну, чтобы она еще за раз там своих же еще и запинала там, это прям, конечно, да. В гостинице спа-санатории. Барин, ну ты на курорт собрался или в Пятигорск, или куда-то, или на курорт Пятигорска? Аня, сколько у вас гостиница стоит? Сколько спа, санаторий? Спа не знаю, санаторий не знаю, а гостиница у нас получается от 1500 в сутки. 1500? Ничего себе, ну... Нормально, слушай, это даже для меня уже такой, ну, сейчас курс не очень, как бы не в мою сторону. Такой, ух ты, блин. У нас, видишь, гостиницы от 1500 в сутки, это с одного человека. А есть просто можно снять дом. Вот, Дешевле будет дом, да? Да, там получается можно 5 за 1500. О, ну слушай, если 1,5 на 5 разделить, вот что, по 300 всего лишь. Нормально. Про 300 мы уже шутку как-то слышали, не будем сейчас об этом, а то нам точно забанят этот стрим. Так, я показать могу, рассказать. Давай. Или как они разводятся. Да, я на севере была, золото копала, если б не моя, с голоду, да, если бы не ваши точки, с голоду все там пропали на севере, 100%. Кстати, с Пятигорска самые топовые КВНчики выходят. Есть такое, да. Слепаков там вот эти все оттуда уже. Да, у нас в Воронеже дороже. Ах, ты, сталкер, в Воронеже живешь? Город Воронеж. Just Play, здравствуйте. Just Play, здравствуй. 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 Привет. Здравствуй. Ну мы сейчас, у нас только часик был для разогрева. Сейчас я уже кофе допил. Сейчас пойду в эту кружку налью другого кофе. Все будут думать, что я кофе пью, а там уже хороший кофе. Не, я шучу. Как дела? Дела как? Вот сидим, вот тут общаемся чуть-чуть. Да, Воронеж. Шутка такая есть, сталкер-центр. Москва-Воронеж, хрен догонишь. Копия пришла. Воронеж. Так, да, насчет цен это, конечно, такая еще вещь. Смотри, вот лета толком нет. Все очень дорого. Да, то есть, это, блин, ну... Это, я не знаю, но хотя бы если вот сейчас вот среднее взять, как вот уровень жизни, то получается, что там просто, ну, зарплату, то есть получается у Ани меньше зарплаты и цены меньше здесь, да, в Пятигорске или как? Уровень жизни. У вас в магазине получается, ну, Пятигорск это же курортный же город, да? Да. Ну, хотя у нас такое все время, знаешь, такое... понятие курорт, значит, там дорого в той стороне. Надо отъехать 5 километров куда-нибудь в другую сторону, ну, в сторону от этого города, от курортного. Там будет цена прям вот для народа. Потому что все с курортом связано.
нет курорта. Вот у нас курортный город, да, Пятигорск. Мы ездим на море, в Краснодарский край, допустим, да. Но Да. там дороже цены, чем у нас. Хотя М. тоже там получается как курорт. Потому что там море, и Ну, туда там ездят море, да, но у туристы. нас здесь санатории, в основном санатории бешеные деньги. Я не могу конкретно сказать сколько, но очень дорого. Это там, я не знаю, 80 тысяч, 100, 120, 150 тысяч, короче, стоит санаторий. Все зависит от того, что за санаторий. Санатории у нас много и разные. В разных городах. В Кисловодске, в Ессентуках, в Железноводске, в Пятигорске. О, ну как проще будет с путешествием, я с тобой уже поближе на эту тему поговорю. Потому что сейчас не так просто добраться до РФ, и было бы, конечно, интересно посмотреть, потому что я смотрел про Пятигорск так чуть-чуть по Ютубу, да, там знакомых смотрел. Интересно, в принципе. Теперь у меня реально, то есть все-таки Пятигорск, название, у меня лично к тебе вопрос, что это именно прямо реально 5 гор, из-за этого и назвали Пятигорск, или как-то с чем-то, или просто Пятигорск, на самом деле там их много гор? Пятигорск раньше, когда не было других, получается, населенных пунктов, был Пятигорск. Он назвался в честь того, что его окружает 5 гор. Но окружает 5 гор не так, как вот он Пятигорск, да, и его так вот окружает, а в большом вот радиусе, получается. Все-таки И 5 5 гор есть. У нас есть гора, называется Бештау. У него 5 вершин. Ага. То есть у вас туристы будут, как они, туристы-альпинисты, получается, которые по горам вот это вот все будут там. Очень много у нас таких людей. И приезжих очень много. У нас Эльбрус недалеко. До него доехать буквально часа 2. Класс. Ну, это, конечно, это тоже отпуск, но чуть в другую сторону. То есть в Сочи едут там все вот это загорать, вот Краснодар, Сочи. Да. А здесь вот именно что такое? Оздоровительные. Потом здесь лечиться. И ноги ломать. Ноги ломать там, да, там грязевые ванны там, да, вас намажут грязью. А если скажешь... Да. Сегодня поведем лечить своих гостей, потом поведем их лечить внутренние органы, тоже это пить минеральную воду. Это называется это, как она, дезинфекция, правильно? Вакцинируют изнутри, будет дезинфектор будет пить. Подожди, как это? Прикол такой был зимой. Девушки, антифриз. Внутри будете принимать антифриз. Нормально будет все, градусов так по 40, чтобы было, чтобы не замерзнуть там на юге, Юли. Супер. А я знаешь, что сейчас вспомнил? Если пойдете грязевые ванны, скажешь, что на Трово стримишь, тебя маны намажут. Шутка. Намажут. Мана говорит, мажьте меня, маны. Вы прикалываетесь как-то. Оздоровительный город. Там история про молодую пару Бештау и Машука. Анжела, я обязательно об этом посмотрю. Как они типа там любили друг друга, а потом там какой-то злой этот... Ну, это про Бештау в основном. Почему именно Бештау, почему у него 5 этих вершин. Что якобы его там порубили, разрубили на 5 частей. Там, ну, короче, долгая такая история. Я помню, когда нам в школе рассказывали, это было во 2 или 3 классе, полкласса ревели в голос. Жалко было. История любви. Да, история любви. Это практически как Ромео и Джульетта, только короткая. Только короткая. Встретились, не понравилось кому-то, разделили на запчасти, разнесли. Это еще хлеще, чем в Титанике. Так, сижу, не вдупляю. Как у меня арбалет на 200 уровней стал 60 урона? 200 урона стал на 60 урона. Джаст, я в этих делах не шарю, не могу помочь, к сожалению. У нас больше санаторный тип, Анжела. Анжела, я как понимаю, она тоже в Пятигорске у тебя живет там, да, Ань? Все, понял. Потому что она тут же... Она наша. Тоже там же познакомились. Тоже в галактике. Да ладно. Ну вот, а теперь, Юля, к тебе вопрос. А почему ты ее еще на YouTube не перетянула? Анжела не хочет приобретать ноутбук, потому что он у нее на следующий день вылетит в окно. Она не может играть, если проигрывает, у нее сразу все летит в окно. Есть такие. Но это надо окна закрывать вовремя, чтобы он не вылетел в порт.
Как рожу и Джульетта. На Авито участок 4 сотки, Сталкер 900 тысяч. спрашивает, а у девчонок мужики тоже стримеры? Нет, Они у нас не стримеры. они у нас нет. Поиграть, у меня муж может поиграть, да, а У стримить меня так редко нет. муж играет. Мгм. Очень редко. Ну, очень-очень. Где ваши Лукасы? Спрашивает Джаз. Кстати, да. А я вот сижу, общаемся, мы разговариваем. Я даже не проверял ничего, но... Так, что у нас там? 16? Ну, ребят, я не знаю, а что такое, что такое. Так. 17. Чего? Сем- 17? 17? Ну, ладно. 17. Будет. Кто-нибудь еще зайдет повтор, надеюсь, посмотрит, потому что намек был, говорит, останется, блин, ничего себе. Исторический момент. Сегодня тут собрались все, я сам не ожидал. Были, конечно, планы, но получилось даже еще лучше, чем думал, потому что я еще сегодня тоже не на работах, все можно сидеть спокойно, без всякого давления, поговорить, пообщаться, а потом девушки после этого всего еще пойдут дальше отдыхать, покажут нам шорт. Запишите, у меня к вам, кроме вот этих шортов всех, шорты это все, конечно, хорошо. Сами знаете, Юля, для статистики, шорты это такая тема, она вроде бы как и есть, но переверни телефон в нормальную вертикалку, да, и в горизонтальное положение, как видеокамеру, и запиши просто вот 2-3 минуты, как видео, да, как такое. Мгм. Покажите, расскажите там, я не знаю, что-нибудь такое интересненькое, может, что-нибудь увидите на днях там. Конечно, для Юли сейчас много чего будет интересно, я 100% в этом уверен, что нет на севере. Что-нибудь такое интересное покажите, прям и тот канал, то есть мы от этого ждем, я прям смотрю это все, наблюдаю, у кого что выходит новенькое, обязательно заходим, проверяем. Мне очень тоже будет самому интересно, поскольку я не был еще ни там и ни там, так что, ну, даже если, Юля, домой вернешься, и у себя там, ну, где попрохладнее, на севере тоже, кроме резидента, можно было бы иногда так минуточку прям, да, минуты хватит. Ну, то есть не надо там, ну, полчаса, минута, это вообще коротко и ясно, что-нибудь интересное, какие-нибудь, может, там достопримечательности какая-нибудь есть, или какая-нибудь такая интересная вещь, которого нигде нет, а вот у вас есть на севере. Было бы интересно. Вот Аня тогда тоже как-то записывала, да, шорт записала, только смотришь, я говорю, ребят, ну-ка поактивнее, потом бах, они там все, с рыбалка полетела, как и обещала, она тоже, наверное, удивилась, да, или нет, как насчет просмотров? Очень Да, Рыба- у неё да. хорошо взлетели эти шорты. Рыбалка зашла, шортс всегда работает. Просто один шортс работает, ну, зависит от многих этих факторов, но это надо. Я это говорю, записывайте, это очень интересно. Ну, сейчас, особенно вот это вот путешествие, как бы, да, все, ну, кто-то тебе не может это позволить, и, соответственно, интересно. А Анжела больше наблюдатель, есть игроки, а есть верные зрители. Анжела, если вы верный зрительница, это ж хорошо. А еще вместе там пиво с раками потом. Лайкосик, а они мне не нравятся. Че? Они мне Они мне нравятся. нравятся. Кому они не нравятся? Ну-ка найдите, кому не нравится. Мы сейчас к нему зайдем, и мы комментарий ему оставим. Здрасте. Что такое? Я не понял. Ничего себе, блин, ребята. Вы, значит, мало еще знаете этих девушек. Не, нормально. Нормально. Это очень круто. Что еще интересного? Что я, может, пропустил в чатике такого? Что-то чат все замерзло там сел. У меня очень... Юра на работу пошел. Неужели? А, вот, кстати, боди-арт. Да, кстати, боди-арт YouTube разрешает. Поэтому ждем шортс в грязь. В грязь, что когда в грязи будут. Все, понял. Это я пропустил, да. Но это я понимаю, это на что у него опять намек. Это когда бикини там все, вот такие маной намазали, да, вот это все дела, вот эти вот. Угу. Все как-то, все в эту сторону опять идет. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Но это уже пускай девушки сами решают, потому что там еще же мужья сбоку на них посмотрят, говорят, вы чем тут занимаетесь-то? Так. Супер. 1002 подписчик, это я. Вот представьте, да, на работе. Юра, мы представляем, так, за 10... Второй подписчик, это я. 1002, да. А я 599. Ха! Да, это, 599. ну, где-то там, в той стороне точно. Помню, когда канал мне показали, было
Как раз, да, к 600 подходило или только-только вот здесь что-то там. Ну, я, судя, если я так сказал, на самом деле, может, там был 610, я сейчас точно не помню. Плюс-минус 10. Олег, привет. Я не соглашусь, шортс не всегда работает. У меня есть шортс, там дофига тег, и там всего 8 просмотров, а уже много времени. Хотя я залил, как видео, там больше просмотров. А тут не надо соглашаться, Андрюха, зомбачок, здравствуй. Тут проблема в том, что сам видишь, посмотри у всех шортсы на канале, они все абсолютно по-разному работают, и ты не можешь никогда предугадать, как он сработает. То есть тут время надо, музыка, тут все превьюшка на шортс. Вот у Ани я смотрю вчера шортс, один шортс 290 просмотров, а второй уже 1500. И хотя я бы наоборот просмотры бы поменял местами, но это не я решаю. И здесь нет какой-то формулы, чтобы у тебя шорт взорвался. Кто тебе говорит, что он знает, как шорт работает правильно, он гонит, потому что это никто не знает. Даже сам YouTube иногда этого не понимает, как здесь вот это выставить правильно. У меня есть шорты, которые были 7 секунд, и там не было хэштегов вообще, и они набрали 10 тысяч, 13 тысяч. Ого. Дело в том, что шорты, эти хэштеги там не так важно, потому что это все идет в ленте. Они, конечно же, хорошо, что они будут, но вот я говорю, вот смотришь на других каналах шорты иногда, и там ничего особенного нет, но они просто в нужный момент попали в ленту, много людей их посмотрело, и их подбрасывают. Все. То есть больше никак. Аня, вот А там зависит от этого, если в ленту они попадают. И просто у некоторых людей по рекомендациям выходит шорты. Они когда, если смотрят шорты, вот у меня муж, например, смотрит только одни танцульки, где бабы танцуют. Вот у него только такие будут выскакивать. Тебя что, Мария, занимается? Ну, это, скажи, посмотри хоть раз «Резидента», и тебя увидит. Меня каждый день видит. И так каждый день видит, говорит, замбушка, кусь-кусь, я тут тихонько сижу, наблюдаю, супер. Хотя я рассчитывал на популярность фильма «Очень странные дела», и я классный момент вырезал. Андрюх, я тебе говорю, тут я не знаю, я уже всего этого много смотрел, я за этим год наблюдаю, как это все пошло. Вот девушки сидят, две, у которых тоже шорты запилили не раз, подтвердите мне, что они так же само, то есть у них, я им говорил записывать, они сами начали записывать, и я смотрю на эти просмотры, работает как? Никто же не знает. Или есть форма какая-то? Да нет, просто ты заливай его, один стрельнул, другой не стрельнул. Или как? Я... Стрельнет, бывает, нет. Да. Там, я не знаю, ставишь ты теги, какое-то название там есть. Я смотрел просто вот время суток, музыка, прям все какие-то вещи. Единственное, что я заметил, тенденция, если там какая-нибудь еда нарисована на превьюшке, с едой что-то связано, еда там или какая-то техника там, да, то это обязательно прямо все полетело. Там минимум 1000 будет и выше. То есть ваши вкусные раки, Ань, я думаю, все-таки завтра будет там еще единичка просмотров дополнить, потому что картинка-то нормальная, но, видишь, не понять, как это работает. В этом бывает стрельнет шорт, а бывает нет. Но если выкладываешь шорт, сразу 5 видюх, 2-3 стрельнут просмотрами. Сталкер, здесь я с тобой соглашусь. Здесь, да, вот, подтвердите, пожалуйста, потому что я уже... Андрюха, я говорю, такое дело, и Сталкер он тоже говорит. Здесь шорт, это непредсказуемая вещь. Ох, так же непредсказуемо, Они непредсказуемые. Так же непредсказуемо, как все один остальное. выстрелил, другой никто не вчера, посмотрел. Привет, вот это видео вчера с озера, что я скинула. Блин, времени много прошло, 4 просмотра. Тут уже скоро по домам нам расходиться, уже посидели, все, уже чуть ли не под утро. Что-то глянула, там сколько, 40 что ли было. Утром просыпается, смотришь, а тут уже 1,5. Ну, как-то резко он взлетел. Да, просто. Да. В какой момент фиг его знает. Ну, в какой момент, Юля, ты знаешь, зайдешь в творческую студию, там посмотришь. Там стоит прям... Ну, это-то да. Что это? 1583. Чем его туда засунули? Просто обычные слова, привет, и фиг его знает, как он туда зашел. Ты посмотри на превьюшку с краю, там сидишь. Ты же там с краю на превьюшке такой. А превьюшку YouTube сам как-то ставит на шорты. Можешь менять тоже, как да? они видят. Да. Ты можешь ее менять.
не пробовала менять. Да У меня как ладно. оно выставляют, так и выставляют. Ну, это я заметил. Но ничего страшного. Пользуйтесь на здоровье, я всегда рад помочь. Нет, Спасибо. можно менять, конечно же. Нет, просто я еще с VTQ пользуюсь, и он мне пишет, допустим, вот в компашке Cherry, да, вот Sherry, Джейк, номер 4 резидент, тоже смотрит. Тебя один раз в час смотрят, Аня. Плюс твой шорт смотрит минимум один раз в час. И у тебя в один прекрасный момент, если статистику посмотришь, у тебя где-то был такой скачок резкий, и это связано, если 19 часов назад ты залила, то есть почти сутки, да, когда уже вы спать пошли, я уже объяснял это нескольким товарищам по Ютубу, на другой части континента, то есть глобуса, да, где-то как раз люди проснулись, а вы идете спать. И там все, что новое заливалось, они все-таки это видят, и в один прекрасный момент это все полетело, кто-то посмотрел, там достаточно тебе там 5-6 лайков тебе дали, и потом началось вот это вот все. И у тебя в течение 5 минут штука. И это, конечно же, это приятно, блин, все равно, как не есть, заходишь 1500, даже шорт, блин, а все равно приятно же, согласитесь. Пошло. YouTube тупит иногда, некоторые видосы через несколько часов попадают в ленту. Анжела, есть такое. Если выложить World of Tanks Short, всегда стрельнет на 1000 просмотров. Вот, человек по танкам разбирается. Я с танки... Для меня танки темный лес, девчонки, я не знаю, как вы относитесь к танкам. Нет, я танки не играю. Я не люблю такие игры. Или Не нет? мое это. Неинтересно. Я был только как зрителем. Вот Катерина частенько играет такие вещи. Катерина Найс. Катя любит играть в танки. Да. Она постоянно играет в танки, и вот Warcraft она играет еще. Я вот тоже нисколько у нее не смотрела, я не могу понять эту игру и все. Что она там ходит, что она там делает? Мне кажется, там должны пролететь годы, чтобы понять вообще смысл того Да. всего. Потому что она для Что-то меня... там прокачивает, что-то собирает. Есть такое. Или дней, пишет Андрюха. Надо еде снимать, как ты кушаешь изящно. Да, вот, кстати, вот как ты кушаешь изящно, почему бы и нет? Я говорю, все, что с едой связано, но оно всегда работало и работает, и будет работать. И, я не знаю, ну, это такая какой-то принцип вот это, да? То есть, как это, ничего, я говорю, люди, говорят, любят что? Отдохнуть и пожрать, и все. Или ты показываешь отпуск, или еду. Да. Или как вот некоторые вот эти вот сейчас вот эти девушки добрались до этих шортов, там они, где там они были, Twitch или где они там, да, сейчас начали вот эти TikTok, я даже не знаю, как они называются, все эти хрень. Но я имею в виду то, что начало здесь в шортс вот это все тоже залетает, и иногда прям вот это смотришь, думаешь, откуда вы все взялись-то, ё-моё? Не было, у вас же все же хорошо было, откуда вы там приперлись? У тебя, вы сидите где-то возле окошка, у вас лицо прям так ярко отсвечивает. Да, Левый. Напротив. Закрыть? Да не, нормально, просто я думаю, или лампа где-то в том стоит в углу слева, или окно. Окно. Ну, Понятно. Я не раз наблюдал за стримом у Ани, так сидишь, когда вот в определенное время суток тоже так лицо такое яркое, светлое, когда вот Икарус ты долго часов играешь, когда вот стрим по Икарусу много часов идет, а потом такой раз, уже вот эта сторона уже не отсвечивает, думаю, ну, наверное, все-таки солнце спряталось, да? Не зевать, что такое, налейте же человеку кофе, ё-моё. Для каждого смысла. Я уже устала, я же не могу так долго сидеть. Но это вам не превьюшки заливать, да, залила, поставила настройки и пошла дальше свои дела делать. А здесь вот все сидят, пишут, все вот вживую. Для каждого свой смысл. Кто-то крестиком вышивает, а кто-то танком зомбиков давит. Анжела, у вас чувство юмора есть, я смотрю. Как говорят, на вкус и цвет фломастеры разные. Да, Анжела, и у нас один есть общий знакомый на ютубе. Денчик Помойка, он тоже так же говорит. Вкус и цвет все фломастеры разные. Я не знаю, не пробовал, но если уже говорит второй человек, это, наверное, это так и есть. Я не знаю. Мне нравится шорт самому делать. Каждый сам делает. Я еще не видел человека, чтобы за шорт деньги платили. Ребята, я что еще... даже не монетизируются, кстати. Они не У них, монетизируются. у шортсов была специальная программа. Первым 100 тысячам человек выплачивали бабки. Но это, конечно же, и будем не мы, но не страшно. Дело в том, что они сделали, из-за чего пошла ажиотаж на шортс, если кто не знал.
сделали компании, когда они начали год назад шорты разрешили, даже не год, еще меньше. 100 тысяч человек, которым там какую-то определенную сумму в доллар давали, и все. Для начала, чтобы раскочегарить это все. Ребята, я видимо, что хочу сказать, и выкладываешь шорт, набираешь подписчиков с ними, то я скажу на прямую трансляцию, эти подписчики не будут заходить к вам смотреть. Такой есть минус. Кто сказал зомби? Зомби там Анжела. есть Анжела, такое, что они только шорты смотрят, которые подписываются через вот этот, они могут смотреть только шорты, редко, когда они зайдут посмотреть видео. Ну да. Им- Поэтому надо делать и то, и очень часто. золотые Мгм. слова. Так оно и есть. И то, иначе никак. Но я вообще говорю, что мне нравится самому делать шорты. Как много. На обратный билет хватит. Ага. Чего? Кто собрался назад домой лететь? Сидеть. Сидим в Пятигорске. Греемся солнышком. Мы Вита- сегодня, кстати, вечером будем суши-роллы кушать. А что ждать от нас О, шорты? Шорты с Шорты, сушами. шорты, да. не надо. Вчера были раки, сегодня суши. Ну, вы сами понимаете, чего теперь мы от вас ждем. Контент, ё-моё, контент. Девушки, это же представляешь, что сейчас только что намек был про еду. И тут опять про еду вообще насчет еды во время стрима говорить, конечно же, не очень. Это так, Я даже есть захотела. тактично. Вот, я поэтому и говорю. Это такая страшная вещь. Я хоть и ела, и пельмешек отварила, перекусила, но я уже опять хочу есть. Представляешь, если пельмешки взять, вот этот рис как ролл закатал такой, да, русский такой получится. Такой, ё-моё. Да-да. И все это пивом облить. Ужас, нельзя, все, пройду, не говорим, не надо. Я уже слюни- Анжела уже облизывается. Пока меня не было. Были, да. да, ты правильно Были. Юрец, чтобы пересмотрел стрим 3 раза. Где-нибудь кто точно стрим. сказал. На какой-то минуте, секунде были. Да, а в следующий раз ты говори с медицинской точки зрения, Юрец, говори молочные железы и все. Пока YouTube что такое молочные железы, уже стрим уже 1000 раз пересмотрят, да. А Ну эти да. слова, за эти слова, блин, будешь говорить их вслух, еще кто знает, что тут получится. А молочные железы, да, 4 присутствуют, блин, тебе что мало, е-мое, успокойся. Так, Молочные железы. а что? Дыньки. Дыньки. Ну, у каждого свои железы, да, я тут размерами сейчас хвастаться, мы же не в детском садике. Уже все взрослые люди, никто тут мериться не будет. Просто скажем, есть, были, чтобы ему легче было. Да, если делать шорт только вырезки стримов для рекламы своего канала. Ничего себе, блин, есть такое. Да, Юра. вот А я нет. и делаю шорты-то в основном из игр, с которых прохожу. Там короткие моменты какие-нибудь выбираю. Смешные. Ну, это же Смешные, там, интересные, прикольные. идет того, что это как мини-реклама канала. Ну, вот эти вот последние у тебя смотрел, прикольные были, когда вот эти вот там ужасные какие-то там моменты, там что-то вот. У тебя Ну да, было это еще на нескольких из каналах, игры. я говорю, да, ну почему нет? Как формат тебе такой? То есть будет продолжение этого, ну, периодически все-таки? Пару раз Я прохожу то, что нравится мне проходить. Ну, в последнее время, да, я что-то очень сильно подсела на хорроры. Ну, так я об этом и говорю. Тенденция все ушла туда. Но опять же, чтобы потом заложника, как мне говорил до этого Чекан, заложник одной игры, а у тебя получится вот этого заложник жанра. То есть, если ты сейчас долго просидишь в хоррор, не боишься, что потом начнешь что-то нет, другое играть? Я сейчас, вот когда приеду домой, как раз к 19 июля выходит игра Стрей. Ну, про котика-то. Рыжий котик. Я буду ее проходить. И считай, хорроры уже разбавятся милым рыженьким котиком. Посмотрим. Но уже об этом я буду наблюдать тоже. Тогда я уже буду в отпуске. Да. Сейчас перемотаю. Нет, Юрец, сейчас ничего не мотай. Когда стрим закончится, потом включаешь заново и смотри. Хороший, интересный стрим, лайк. Я есть хочу. Да, Сталкер, я с тобой согласен. Во время стрима, по идее, запрещено говорить о этом самом,
этих 3 букв, но поскольку здесь сидят девушки, там, ну, что поделаешь, тут началась такая пьянка, говорю, теперь уже, ну, теперь мы вроде остановились. Я пошел делать дела, иди делать дела, пойду, что? Пирожков. Короче, и барин туда же, пиранью какую-то там. Так, если, говорю, назвать молочными Я- железами, дыньки этого лучше не станут. В смысле не станут? Это молочные железы, это вот это, как оно называется? Скажите мне, блин. Вот, медицинский работник. Как-то правильно, ваш вот, это, медицинский, как жаргон или как он, ну, короче, как в книжке стоит, чтобы не это, для студентов молочные железы, вот. Пока, Молочные железы. ну, так оно и есть, молочные железы. Мне, блин, знаю не понаслышке, каждый день надо проверять, чтобы все с ними нормально было. Молочные железы, там они под кожей находятся, эти молочные железы. Вот. При кормлении ребенка эти молочные железы увеличиваются, потому что там они вырабатывать начинают молоко. Вот. Около соска вот это авиола, для того, чтобы ребенку было удобнее хватать. Понятно? Главное, чтобы там было не авокадо, а все остальное это хорошо. Представляете, он такой, авокадо, говорит, что, суши? Мне еще нельзя, мне еще рис нельзя, говорит, я молоко. Пока козочки. Так, Анжела, а куда вы собрались-то? Какие козочки? Стоять. Хоррор я люблю. Мы в Resident 5 играли, и там Да, в там одной есть у меня игре, видео. да, там в одном моменте как-то прикольно было, что Юлин персонаж умирает и падает в позе козочки. Это так прозвали. Там у меня есть это видео. Да, шорт. Она не шорцем. Я его не шорцем делала, оно просто у меня короткое видео. А там в плейлистах смешные моменты. Да, открой, посмотри. Обязательно. Так, зайдете, проверите оба канала, прям прочекать. Все, вот вам этот ссылочки стоят в закрепе в чате, чтобы зашли, подписались, написали комментарии и т.д. и т.п. Тимыч, привет! Объединение стримеров, вот что я люблю. Пошла жара про сосочки. Конечно. Алкоголь только после 21. После 21 числа, да. До 21 надо работать, после 21 до 31 алкоголь. Все правильно говорит. Анжела, кстати, вопрос. Анжела сегодня с вами будет дегустировать, что вы собрались кушать? Это зависит от нее, если она Да. придет, она у нас ленивая жопа. Она, походу, нас уже боится. В смысле? Анжела выбрасывает технику в окно. Анжела ленивая. Так, Анжела, сегодня только одни плюсы про вас. Да, давайте, девушки, я загибаю пальцы дальше. Обалдеть. Вечно занята, вечно у нее дела. Да. Деловая женщина. вот. Деловая женщина. Ну это как они называют? Леди Босс? Да. О, это уже интересно. Она, наверное, пиджачок одевает иногда. Вот, обнимаю вас всех. Мы тебя Никто тоже. не приглашает. В смысле, Анжела, я в Германии, я вас приглашаю из Германии в Пятигорск приезжать На суши. на суши. Блин, вот уже звучит так интересно. В Пятигорске суши, да? Приглашают из Германии. Я когда-нибудь попробую суши пятигорский, надеюсь, до этого дойдет. Мне очень интересно было, как оно у вас на вкус там. Потому что я ел, ну, которые делали товарищи, которые понимают, ну, вот эти японцы сами, да. Такой, о, прикольно. Я ел в Оренбурге суши пробовал, кстати, вот. Там, да, там, здесь попробовал, в Голландии, блин. Но в Голландии там лучше другие вещи пробовать. А суши там не надо в Голландии. Рыба там жареная вкуснее. Никто не приглашает. Так, Анжела, завязывайте с этими приглашениями. Вас вот уже девушки пригласили на дегустацию пятигорского суши. Пятигорских. Анжела, же ты никогда не ела пятигорские суши? Вот. А тут еще получается в такой компашке, ё-моё, это попахивает чем? Опять же шортами. Опять мы вернулись к этой теме. Все в контент. Вот сейчас вот еще Юля будет там 4-5 дней в Пятигорске, чтобы прям канал усыпали шортами. Оба канала даже, кстати, да. Все просмотрим. Я прям на повтор включу. Будем это самое смотреть. Олег, это были не японцы, переодетые казахи. Да не казахи, а кавказцы. Кавказ. Кавказцы наши. Где? Казахи. Не, он говорит, что японцы, типа, у нас там этот... А, у вас
Кавказцы, там здесь кавказцы делают. Ну, Это Кавказ. Кавказ, да. Ну, у вас там это, что там? Казахи это в Казахстане. Да. Ну, это понятно. Это Нет, он Кавказ. мне говорит, потому что, ну, из-за разреза глаз, скорее всего, ну, то, что не японцы делали сушек. Хотя, кстати, все может быть. Тут такая, да, тут такая тема. Это, знаешь, когда рисовую эту настойку пьешь, разрез глаз автоматически у любого человека такой, да. Это нормальная тема. Абсолютно. Да, он такой, чё? Говорит, вот, Юля как сделала, она выпиваешь такая, да, такую рисовую настоечку такая, потом глаза так сужаются, говорит, чё это было? И вот так у всех. И тут тебе не надо родиться в стране восходящего солнца, это получается автоматом. Я народ такой встречал, который вот на севере, там, как вот Якутии, да, там тоже. Да, у нас на севере тоже вот ханты национальности. Вот, ханты, манси там, а если... Да, если его поставь рядом с роллами, скажешь, японец. Все? Да. Потому что... Вот наших вот северных вот национальностей, вот эти ханты-немцы, их путают с казахами и с казахстанцами, и даже с этими... На казахов, да, похоже, а с японцами нет. Скажи, с калмыками путают их. С калмыками, да. Они похожи, потому что из-за того, Кстати, что... калмыки здесь недалеко от нас. Калмыкия, ну... Да, часов, наверное, 5. Недалеко, говорит, часов 5 тогда, говорит, на самолете. Недалеко. Нет, на машине 4-5. На машине. 4-5 на машине часиков, а они едут как раз туда, вот к Юле. Тут живут, там работают, там отсюда туда. Ну, у нас вообще полно Обалдеть, вот это Санта-Барбара. Ну, они там как день... Они с семьями приезжают, и друзей зазывают. Они же как, один устроился хорошо, и другого с собой тянет, и второго, и трое. И они вот так вот и при полгорода, наверное, переехало уже. Ну да, ну приехал, говорит, зарплату здесь дают, да? Да, потому что один сказал, тут, вон какая зарплата, смотри, да. И вон, если ты, например, медработник, там тебе и 2 миллиона дают, и квартиру дают, и все дают. Да. Только 5 лет отработай, и все, можешь валить обратно. Да, поэтому я вот, Юля, обалдеть. Медицинские пойду учиться. Вот дают, да? Ну да, Юля уже намекала как-то насчет медицинского работника, там у тебя связано с по зубной части, да, вот это? Да, я в стоматологии работаю. Стоматология, ну вот. Медсестра. Медсестра. Аня? Стоматологии. Если не секрет. Учиться зубы врач. Да? Да. Ну вот, так, показывайте все зубы в вебку, будем сейчас проверять, у кого что. У меня еще пока целые. Я боюсь что лишнее сказать. Я могу без анестезии. Так я вот только хотел на это намекнуть, такое, Юля посмотрела такая, так, третий слева, бам. Зачем вам анестезия? Говорит, мы же в России, давай так. Ты сейчас пойдете вечером, анестезии вовнутрь принимаешь и такая... Как раньше зубы удаляли? Плоскогубцами, выпил пару рюмок и пошел. Да. Сами бегали каждый раз к стоматологу. Ну, сейчас какие-то все ленивые стали. Ой, сейчас без анестезии ничего, даже пломбу не хотят ставить. Да ладно, даже так? Да. Анестезии постоянно. А что там пломбу такого ставят? А вдруг больно будет сверлить? А вдруг вы мне десну заденете? А вдруг это? Нет, мне, пожалуйста, укольчика. Да, это, наверное, которые вот эти вот оттуда во все с интернета пришли, которые такие там... Мне сказали. Да, в интернете читаются. Охренеть. Ну и как они, да, не знаю, пломба, в принципе, ничего такого страшного нет. Есть такие пациенты, которые пытаются учить врача. Ой, о, круто. Если она говорит такая, а вдруг мне больно сделайте так, а Юля так посмотрела, такая отвернулась, говорит, я это не хочу сделать, тебе больно. Шею немножко повернуть в другую сторону. Да. Не, ну вот у меня иногда такое самого чувство складывается, что когда врач тебе делает больно, вот этого кайфует. Юля, у тебя есть какое-нибудь такое вот? Когда ты чувствуешь, что пациенту не очень, тебе от этого приятно, нет? Есть такое? Нет, как-то не было такого. Нет, это, конечно же, с подвохом. Шутка, конечно же, нет. На самом деле, это всем от этого приятно, да, только пациенту неприятно.
да. Ну просто, да, то, что это я, конечно, не ожидал. То, что прям уже по таким мелочам, я бы сказал, даже анестезию какую-то там это запрашивают. Сейчас люди со временем все нежнее и нежнее становятся. Не Обалдеть. терпят боли никакой, даже слабенькой. Даже Ой. пальчик ударят, и то бегут уже снимок делать. А вдруг перелом? Ага. Или трещина. Ага, Надо этих детей в 90-е. Ха! да-да-да. Надо. Мне так один раз вопрос, мой жизненный опыт так потянули, как ты говоришь, плоскогубцами. Я в обморок упал. Ну тогда реально уколов никаких не делали, потому что, что, зачем тебе? У тебя же, говорит, зуб молочный. А он уже был не молочный. Вырвали его так на живую, короче. И нормально. И драйвер такой открывает глаза, меня прям херачит. Вставай, говорит, ты что, спать тут разлегся? Было дело. Марину 6 уколов делали, когда челюсть, когда челюсть делали. У тебя анестезия, что ли, не брала? Почему так много уколов тебе накололи? Это тебе за раз, что ли, столько воткнули? Да, есть. Есть люди, которые не берет анестезию. Вот вообще не берет, и все. Хоть ты там хоть сколько коли, а он все равно чувствует. Но у меня тоже такое было. Меня лечили, короче, вот этот, как оно называется. Что они делают в таких случаях, если не Так и удаляют. На одну сторону 3 укола, А потом что делаешь? на вторую 3. делают? Не берет. Есть такое. Ну, не без этого. Тут, короче, как бы сказать, каждый человек разный. Ну, каждый по-своему это переносит, чувствует. И весь организм, он уникальный. Да, в принципе, тут не бояться переборщить, не знаю. Переборщить это тоже же, это же все такие лекарства, это же не просто так. Все-таки от этого водичка. последствия будут какие-то, я слышал. Есть такое, да, Юля? Сейчас все с адреналином делают эти анестезии, эти препараты. Там кровь плохо работать начинает. Это тоже, считай, на сердце нагрузка, адреналин тебе колят. Ну, то есть, Ну, да. вообще анестезии плохо. Постоянно. Мгм. Когда А начинает многим быть плохо от весёлым, анестезии мне совсем становится, плохо потому что становится. сейчас ее с адреналином делают. Кровопоток сужается, сердце начинает быстрее работать. А плюс люди некоторые, они боятся уколов. У них еще от страха вот это добавляется. Ну да, от страха начинает еще сердце больше качать, да, получается. И, соответственно, выходит в другую сторону все. Нервы расшатаны очень сильно. Барин, блин, своими расшатанными нервами. Ты чего? Расшатался. У кого они хоть не расшатанные? Да. Да, покажи мне. У Юли вон 3 ребенка, у меня вон тоже там 3 покемона бегает. Говорит, а ты Да. расскажешь нам про нервы, у тебя вообще детей нет. Ты не знаешь, Слушай, что такое да, расшатанные нервы. Я сижу, у меня левая бровя дергается, у Юли уже обе дергаются, уже дискотека там началась, а ты говоришь нервы. Ты о чем рассказываешь? Аня посмотрела такая, переглянулась такая, говорит, а вы о чем? Ну, вы чё? Я смотрю насчет этого, ты смотри, Аня такая спокойнее, то есть, ну, в плане вот этого всего семейного быта, я думаю, вот это... Да она как удав. Ну, я вижу, как мне говорят, на ней, говорит, где, говорит, сядешь, там, говорит, и слезешь, да, типа того. Правильно, Аня? Потому что ты совсем... У нас я тоже могу быстрее как-то вспыльнуть. И по Юле я заметил такое вот, ну, по разговорам разговариваем. Я понимаю, что долго ей тоже не надо будет, она может там раз вспыльнуть. А Аня сидит такая спокойно, говорит, типа это... Ну, такая, как на расслабоне, правильно? Насчет этого. Кайфую. Тебя, наверное... Я не знаю, чтобы она вспыльнула, что надо сделать. Мне просто даже интересно. Давайте узнаем, Аня, что надо сделать, чтобы вы вспыльнули. Мне очень интересно. Каркнула хорошенько. Так, чтобы кулаком взяла по столу, такая, раз, чтобы аж стаканы попрыгнули. Как тебя должен муж вывести, чтобы такое произошло? Чтобы он пошел чемодан собирать. Я не люблю спорить. Начинаю спорить, тогда начинаю злиться. А если ты начнешь злиться, кому будет плохо первому? Тому, кто начал со мной спорить. Логично, блин. Я вообще не люблю спорить. Не люблю, когда вот есть такие люди, они любят стоять на своих позициях. Хоть он прав, не прав, он будет упорно. У меня брат такой. Ой, я с ним вообще не могу разговаривать. Надо сразу собираться и уходить, потому что иначе я его сейчас убью. Ну, короче, Юлю много не надо, чтобы вспыльнуть. Аня вот такая. Ну, вот это смотри, вот в этом всем, да, вот такой дуэт, он дополняет один другого. То есть один
такой спокойненький такой, да, говорю, чилихи, а второй уже прям все кипит. Из-за этого тебя в этом плане Юля может успокоить Аня, потому что она спокойно говорит, а что ты, говорит, там не кипиши, говорит, такая спокойно, да. У тебя с нервами все в порядке, знаешь, всегда мне говорят, нервные клетки не восстанавливаются. Ой, моя последняя нервная клетка уже давно куда-то ушла. Так вот по этому поводу ты писала тут остальные нервы. Мгм. Твоя последняя, она оставила нервные клетки, ты нервные клетки, они на севере, а ты сейчас в отпуске, понимаешь, из-за этого. По-другому это никак Надо не. обратно их зарабатывать нервные клетки. Как-то. Тяжелый случай. Мне аппендикс вырезали 4 раза, кололи, чтобы уснул. Я так и не уснул. Обкололи, вырезали. И когда показали, что вырезали аппендик, поглядел на это и отключился. Ну правильно, блин, мучился, а потом отрубился. Начинали с игр, закончили медиками. Ну, блин, если Не тут уснул. день медицинского работника был, работники здесь. Вот и разговариваем, все же нормально, дела. Ах, я по поводу детей не парюсь, все равно пока детский сад и построю, не буду делать детей. Барин, блин, что-то у тебя планы такие, блин. Сколько Ты планировать? будешь собственный детский садик стоить? Жизнь короткая, ё-моё, очень. Строить свой собственный детский сад, приедем к нему со своими детьми. Вот, Будем ему сдавать. вот, будете сдавать, а сами в отпуск на пляж. А он пускай он барин там свои нервы расшатывает, правильно? Конечно. Зачем свои портить? Пускай он для этого детский сад и создан, пускай там другие на них нервы тратят. Я вообще не знаю, как воспитателям надо работать, какие надо иметь нервы, потому что у тебя в группе человек 20 таких бегает, блин. Ты от троих дома с ума сходишь, а у тебя 20 в группе такие, блин, Да, с в утра до группе. вечера. Какие домой они приходят? Вот посмотри налево, Юля. Налево посмотри. Ну да. Вот такие нервы нужны в детском садике, чтобы никого там не убить. Меня бы тоже не хватило. Я бы уже, наверное, тоже там всех поразносил бы. Хотя пару дней помогал, если честно, в детском саду у нас, тут, пока у меня были мелкие там. Ну, ничего, в принципе, где-то учишься себя сдерживать, чтобы не закричать. Все-таки, ну, нехорошо. Они чуть на них посмотришь взглядом, уж дети начинают пугаться. Думаю, хорошо, они еще хоть все в памперс ходят. Еще бы надо было их каждый раз штаны менять. А у меня 3, 2 девочки и мальчик. Ну, нормально. Хорошо. Всех тут по 3. У Ани только нет, да? Да. Одна. Почему одна? Вопрос на засыпку. Где еще 2, Аня? У тебя такие стальные нервы, а где еще 2 детей не было? Поэтому у нее есть стальные нервы. А, ну да. Никто их не трепет. У тебя одна Она красавица боится дочка. терять. Нет. Не, Марьяна спокойно. Не, говорит. Или надо мужа спросить, где еще 2? Муж скажет в другом городе, говорит, да, говорит, это мой, говорит. Где, говорит, еще? Скажет, соберу детей, его закопаю. Мы так спокойно, даже глаз не моргнул, да, вот это обалдеть. Я в следующий раз пойду в Пятигорск, надо до этого месяц надо ничего не делать, чтобы 3-й раз не паниковать. Спокойно. Знакомо. Если нужна помощь, я здесь. Сталкер у нас тоже 3, но у меня у жены уже тоже брови дергаются. Я на работу хожу, отдыхаю от детей, если что. Это есть такое, потому что у меня дочка выносит мозг всем сразу. Почему у нее это получается хорошо, я не знаю. Но что поделать. Гремучая смесь. Юля знает, о чем я. Аня не знает. Да. У Ой. каждого свой характер. У каждого свой характер. Когда они еще набирают от какого-нибудь такого семьи, того чуть взяли, а ты потом дома вешаешься. Я планирую где-то 5 детей. Серьезно? Барин, ты серьезно 5? 5? Она уже сейчас надо начинать строгать, потому что жизнь-то короткая. Мало, говорит, 1, мало. Еще делать. В детском садике много места, еще делать. Ну, 20 надо. Чтоб совсем Или 10. уже эта крыша поехала, да? Целую группу детского сада строгай. Ну, Целая группа Всех сада. погодок. Только я не знаю, мне будет жалко твою жену. Ему надо тогда кроликов посмотреть, как кролики это делают быстро. Они это могут. А маловато. Или 10.
Да какой, блин, какой 10? 2 хотя бы сделал, ё-моё, 10. Для начала. Да, для начала сделай 2, потом... Одного. Да, ты уже после 2 потом жену спросишь, она скажет, да пошел отсюда, говорит, иди в другой делай, все, отстань от меня. И Это же, другое дело, только не мне. это же не все так просто, женщине нагрузка и это самое, нервы вон забирает много. Жена его убьет. Сталкер, я с тобой согласен. Тут еще вопрос такой, у барина жена есть, нет? Я вам отвечу, наверное, нет. Ему надо, у него теперь Еще ни 3, одна не согласилась родить Три- детей. 3 проблемы. Надо найти жену, правильно? У нас в городе по 10-15 детей. По 10-15 детей ты имеешь в виду в каждой семье, что ли? Так он в Казахстане живет, там нормально. Алекс, ты меня сейчас не пугай. Сделать-то легко, а растить сложно. Да, есть такое. Это да. Сделать. Как это говорят? И иногда и сделать тоже сложно. Дурное дело не хитро. Да, некоторым есть, раньше этого не понимал, но есть такие проблемы, когда прям не так просто их даже сделать, даже такое бывает. И вырастить это надо, это еще отдельная тема. В этом тоже есть что-то. Да, Это все такое семейное, тут только семейные понимают. Девчонки, вы, блин, сегодня отдыхаете, и завтра, и после... Еще сколько у тебя? 5 дней осталось, да? Ну, да, сегодня что, Где-то 9. там. 9, уже 9, уже 9. 13 получается, мы еще гуляем, и все. 14 пьем только святую воду. Чтобы... 14 мы уже будем с утра, в 11 утра мы уже будем у себя. Уже? По времени в 11. По моему времени в 11-14 мы уже будем дома. Ну, не дома, в городе, только Салихарде, там еще оттуда нам 4 Добираться часа до на дома. метеоре плыть до нашего поселочка. Мгм. Обалдеть. Да. Путешественники. Да не то слово. То есть, получается, ты в большой город прилетишь, и там еще надо, еще... А потом в село Мужей плыть на Метеоре. Потом мне в Discord скиньте, что такое метеор, или я сам найду. Я не знаю. Найди, загугли. Такой, короче, как катер, он летит по воде так. Обалдеть. Дает. Вот для меня это уже было путешествие. Обалдеть. Даже, ну видишь как. То есть там автобус, на автобусе не вариант. Именно надо, чтобы вода там, это все. Она прям далеко так. От города. Загорать, наслаждаться на пляж, го отдыхать. Да, сейчас обязательно посидим еще чуть-чуть. Уже такие вопросы поспрашивали, позадавали, которые, в принципе, во время стрима вы бы не узнали. И корабль на подводных крыльях. Ну, у него там, наверное, за место этих подушки какие-то, что он там на воде стоит или как-то. Он на воде стоит просто, получается? Я в интернете нашла. Вот так. Вот, метеор. А ну-ка. Прям... Вот здесь хвостовая часть, здесь вот прогулочная палуба, где можно выйти покурить. Вот тут середина, и тут типа VIP в носу. Метеор, Олег, не слушай, они инопланетянки. Они с Марса. Вы с Марса? Пишут в чате, вы с Марса. Они не с Марса, нет, это Баунти и Сникерс. Да, с Марса. Аня... Я на метеоре прилетела на планету Земля. Блин, думала, в Пятигорск оказался Салихард. Пришлось бы лететь еще. Да. Так с метеора вышла такая, ну где, говорит, а где Аня? Такая, так вам еще 3 часа на самолете. Да ладно. А если в общей сложности получается, сколько тебе путешествие времени занимает? Ну, если вот. Так... На самолете? Ну, смотря как можно билеты подобрать. У нас, например, если одним днем можно прилететь, добраться. В 6 утра сел на метеор у нас, приехал в Салихард в 10, и после обеда улетел до нее, и все, ты у нее вечером. Можно за сутки добраться. Просто в аэропорту пару часов подождать надо, когда самолет. И потом... Да? Супер. Ну, там, получается, как с Салихарда прям напрямую, что ли, до Пятигорска летит самолет? Да, там прямой рейс до Минеральных вод. Минеральных вод. Часа 2-3? 4:45 лететь. 4:45 лететь? Да, почти 5 часов. Обалдеть. Ничего себе, блин. Я, кстати, тоже не с этой планеты. Сталкер, но у каждого свои тараканы, ты сам знаешь где. Есть такое. У нас у каждого свои прикольчики тут.
Нет, корабля у нас нету. Строим, сталкер, строим. Строим. Это они говорят, что нету. Сейчас в гараж пойдут его протирать от пыли. Конечно. Сейчас поговорим и пойдем мыть. Вот, в бикини. Да, в бикини. А потом вечером суши. Сколько уже время-то? Уже час 13. Ой, 113 минут идет стрим. Да ладно. Здорово Ужас. по нашему времени. Да, уже скоро это. Ну, еще минут 10 не буду задерживать, уже торопитесь уже, наверное, там все уже. Отдых уже. Просто кушать хочется. Нет, ты не думай об этом, это очень плохо. Вон, водички, кофе налей, Аня, пожалуйста. Нету. Нету? В смысле, я вам сейчас налью, подожди, у меня тут есть. Наливай. У меня тут даже турецкий напиток есть, вот рядом с работы принес. Москва, Нью-Йорк, 4 часа лететь. Так, барин, завязывай вот эти вот все. Москва, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Москва. Тут что за намеки такие? Они А Нью-Йорк. девочек, у вас Надо такие. Там лететь. Да, у вас такие эти рюмки большие, я смотрю. Да, Прозрачные. гигантские. Я сам позавтракал быстренько, все, тут раз-два собрались и вперед. Сегодня на ваш план у вас есть? Завтра, послезавтра что-нибудь интересненькое ждать или все-таки оставите в интриге это? Будет. Давайте, давайте, У пожалуйста. нас обычно как-то спонтанно все нарисовывается. Это да. То есть Аня ничего не планировала прям. Ну, Проснулись, позавтракали и потом уже думаем. От погоды зависит. ну, Мы так поговорили, давай. Ну, давай посмотрим по погоде. Получится, не получится вот это, получится то. И вот так у нас. Окей. Понятно. Да. Я думал, там все-таки недельку будет прям солнышко, то есть бывает еще и дождь пойдет. Как видишь, вот сейчас у нас в планах, да, вот кушать хочется. О, девушки! Няма-няма. Няма-няма. Няма-няма в планах. А я Надо вот тут еще со моими сходить, они... сейчас посидите здесь на стриме, у меня тут с голода опухнете чуть-чуть. Сидим, пока Не, еще не нет. умираем. Пускай там, наверное, уже, я уже, знаешь, так представляю такую картину, там за вебкой муж ходит такой с едой, такой дразнится, а вы сидите такие, Слава богу, что нет. нет, Так бы его уже бы здесь не было. Да. я бы его перегрыз. Че, мужья как на это все смотрят? Нормально? Ну, мои там, где мы остановились, сейчас сидят. Да. А. Мои там. Там, мои тоже там. Что пахнет? Мы сказали, чем будете заниматься следующие 2 часа, а то потом придут и скажут, вы где там были, да? Так мы вас потеряли уже. Ну Чтоб да, потом мы нет. сказали, что на пару часиков отойдем. пару часиков. Отойдем мы на пару часиков на заседание. Ну да, надо заседание провести, а то как бы такое же бывает раз в 5 лет, а то и в 10, не знаем, когда такой в следующий раз такая получится, как сказать, встреча, блин, и у вас вот тоже такое, и я вот тут так вот между делом так, вообще все, куда Я пошел? пирожки делаю, боже, угощу, у меня прям в носу сразу же запах пирожков. Не надо это самое, ё-моё, пожалуйста, не пишите в чате о еде, это очень плохая примета для стримеров. Мужья не знают, что они стримерши. Они знают. Конечно, знают. Конечно, знаю, да. Вы из-за чего думаете, у них стрим так редко? Им интернет мужья выключают 100 пудов. Да. Отключают. Ну да, он такие говорит, хочешь стрим? Да, так раз, говорит, блин, сегодня не получится, связи нет. Так и все. Заранее, блин, это, конечно, хорошо, что я очень рад, что все-таки семья поддерживает вас в этом плане, потому что я встречал довольно-таки недавно человека, которого жена не поддерживает в этом всем. И это будет, это тяжело ему, конечно же, да, то есть со своими стримами. Я тоже рад, что у меня вот так вот вторая половина поддерживает это вот. И вот девушки здесь собрались, вот сидим, общаемся. То, что их мужья в этом плане тоже поддерживают вас, что так классно, можете там, я не знаю, поиграть, посидеть, пообщаться. То есть у вас там раз в неделю был там какой-то кооп-стрим, это опять же занимает 2-3 часа времени личной жизни. Не каждый муж на это пойдет, да, я тоже брал когда-то время, что там, выбираю время стрима, ага, сейчас у меня мелкий спать пойдет, мне, значит, никакие обязанности сильно нет, быстренько все, 2-3 часа, потом
стрим заканчивается, мелкий просыпается, поели, мне надо там погулять с ним или еще что-то, да. А если хорошая погода, еще и мотоцикл. И вот, то есть у каждого своя бытовуха есть, семейные дела, и это никто не отменял, ну, то мне вот... Никуда не уходит. Нет, нет. Проблема в чем? Сами заметили, я думаю, на стримах приходят такие же персонажи, которые такие: ой, что там, редко стримишь или не играешь там. И вчера у меня тоже спрашивали, блин, вообще семья есть такая штука, да, и работа еще. Все, у меня... Это был единственный такой первый раз в жизни, что у меня вот 6 недель больничного, такого мощного не было у меня отрыва от работы никогда еще за все 20 лет, что я здесь живу. Такие вот дела. Зимой будет погода не очень, может быть 2 раза в неделю стрим будет, если повезет, но то не факт. Вы молодцы, девушки, с картошкой, с капустой, с мясом пирожки. Так, сталкер, е-мое, сейчас я тут сам слюной подавлюсь, умру, блин, и стрим так и не закончится, его жена не остановит. Будете тут отшкрябывать от вебки, блин. Я уже желудок заговорил. Да, я вот чувствую, это пошла в Дискорде, в микрофон, это вибрация такая вот эти вот, да, алгоритмы желудка Юлии, блин, ё-моё, оно вам надо вот это вот, не надо, нельзя говорить, это же запрещено. Это сразу же в голове откладывается. Это потому что начинаешь, когда вот эти вот видишь, да, мысленно представлять вот это все, потом начинает вот эта слюна выделяться, и потом давишься, сидишь, и вот так всегда. Очень рад, что вот так вот получилось собраться. Не каждый день такое бывает. Запомните, я уже намекал, говорю, это вот сегодня реально исторический момент. Кто пропустил, заходите, смотрите повтор. Будем очень рады, пишите комментарии. Что еще? Что вы скажете на это все? Чтобы мы вот так вот здесь сели, посидели чуть-чуть, или это поля. Хотя опять же мне будет сейчас... О, вот опять драйвер много разговаривал. Ну что? Хорошо, или драйвера. Понравилось все. Не, ну блин, я не знаю. Очень интересно, весело, прикольно. Мы первый раз на таком мероприятии. Что мы не сидим, не играем, а вот чисто то мы сидим, даже не знаешь, чем руки занять. Где клавиатура, где мышка? Да, то мышку потрогали, то клавиатуру. Возьмите джойстик. Возьмите джойстик. Пипками поигрались. Я вам даю 300%. Юра будет приходить, пересматривать, где вы пипку трогаете. Сами понимаете. Сделаем этот шорт. Я прям, знаешь, что лучше? Я прям тайм-код в комментариях поставлю, чтобы прям это было. Здесь трогают пипку и время. А потом здесь трогают пипку сразу обе. Не, это классно, когда четко чувство юмора есть. Блин, я очень рад, что все-таки мы познакомились полгода назад. Блин, общаемся, можно сказать, да, какое время есть, как получается момент, как в интернете, как стрим. Да. Общаемся в чате, и все уже друг другу, блин, такие уже родные стали. Говорю, теперь вот вы уже вот сделали вот этот вот шаг вперед, встретились вне стрима, то есть, можно сказать, я, наверное, добавлю, то есть встреча стримеров вне стрима, кооперши. Круто, понимаешь, вот это пока еще редкая тема здесь, то есть какой-то заложили такое начало. Надеюсь, тоже когда-нибудь что-нибудь такое, кого-нибудь встречи, и вот вы увидите. Хотя у меня есть большие планы, ну, об этом чуть позже. Я люблю интриговать, скоро увидите. Что? В следующем году он к тебе приедет. Да, если я, наверное, этот метеор увижу, у меня сердце становится прям в аэропорту. Ты что? В речпорту. Метеор находится в речпорту. Он же по речке плавает. Блин. Он не плавает, он летит по реке. Метеор летит по реке. Я такой только в кино видел. Это вообще будет точно разрыв сердца. Надо когда-нибудь, не все сразу, всего помаленьку. Мне теперь надо это переработать все, да, что он не по воздуху, а по воде, это же по реке. Да. Ё-моё, блин. А потом я сразу вспомнил песню, блин, а у реки, такой, думаю, ну все, понимаешь, все к чему опять приводит. Опять все приводит к отпуску, да, там, а у реки, там же, там девки, там эти все, да. Девушки, супер. Всем привет.
Рома всегда всегда дома. дома. Но если ты Ну, всегда дома, понятно. тогда, Рома, домашним привет, Ром, все хорошо. Сталкер, спасибо тебе за активное участие. Чекана, Бартова, Джаст, Всем спасибо. Андрюха, Зомбак, Барин, блин, ничто не истина, Алекс, Анжела, Бубнова, я не знаю, вы там бубните или нет, вам огромнейшее за это тоже, конечно же, спасибо, Она за побубнеть любит, я тебе участие. скажу. Ну все-таки Бубнова все-таки есть такой намек, что такое бу-бу-бу-бу-бу. Да, есть, супер. Тимыч был здесь тоже. Кто еще забегал? Вначале еще у нас был Данька, совсем коротко, Just Play, Сталкер, Кольтыч, Смоки Гейм. Вот как-то вот так. Всех вроде бы перечислил, всех собрал. Резидент прям на чуть-чуть забежал, и почему-то больше его не было видно. Но спасибо. Я ему скинул в личку в Дискорде Метеор. Ну все, понял. Спасибо большое. Я посмотрю обязательно насчет Метеора. Барин, мне прям очень интересно. Да, вижу, уже выскочило. Очень рад, что все-таки у нас это получилось. Наконец-то долго держал это в тайне. Не мог, прям уже последние дни прям сел как на иголках. Но все-таки все супер. Вам лично желаю хорошего прям вот последние вот эти вот деньков, там 4-5 дней прям оторвитесь по полной. Отдохните, что-то интересное, если вы посчитаете нужным, покажете нам всем здесь у вас на каналах, то есть не кому-то именно, а у вас на каналах намек, то есть и на том канале, чтобы какой-то контент был. И это я не имею в виду не только шортс, да, то есть переверни телефон и запиши нормально, как будто видос. Потому что это намного важнее для статистики. Какая небольшая мысля. Есть, конечно, мысля. Сейчас пофантазируешь, все это обдумаешь. То есть делайте какие-то нарезки, домой приедешь, потом у тебя программка есть. Ролик сделать с этих нарезок. Видишь, я же 10 раз намекнул, все, теперь у тебя уже фантазия пошла. Все будет супер. Спасибо за стрим. Спасибо всем, кто был здесь. Всегда рады вас видеть. Эта рубрика уже у нас тут не впервые. Я не знаю, сегодня у нас 5-6 стрим, честно, не помню. То есть еще несколько будут людей. Есть еще один человек, который пока тяжело с ним столкнуться, потому что он, как и я, работает очень много, и у нас просто нет на это реально физически времени. Но есть еще один человек, который бы с удовольствием хотел поучаствовать в этой рубрике. Вам еще лично что хотел пожелать, кроме этого хорошего отпуска, что вы сейчас проводите вместе. Делитесь с нами позитивом. Было бы неплохо. Сейчас мы вот посидели так вместе, такая компашка была. Может быть, когда-нибудь так по отдельности еще, чуть попозже. То есть пройдет время, и то есть 1 на 1. Тоже мне сейчас эта мысль мне пришла в голову, но это чуть попозже обязательно. А так, в принципе... Был очень рад, и все у нас получилось, то есть как бы там ни было, все хорошо. Спасибо интернету за эту, возможность, потому что сейчас нет возможности у меня приехать в Пятигорск, а у вас нет возможности приехать в Европу. Так что спасибо интернету, спасибо Ютубу за это все. Работает, и мы, тут состыковались. Девушки, удачи вам еще раз. Отдыхайте, наслаждайтесь отпуском. Скажите скажите пару слов, я не знаю, напутствие, кто еще здесь? Напутствие? Да, стримером. Стримером. Я, в принципе, не стример, я летсплейщик. Снимайте, играйте, в свое удовольствие, но не забывайте еще о своих друзьях, которые вас смотрят, поддерживают. Также поддерживайте их. Если бы мы друг друга не поддерживали... Ничего бы этого не было. Да, мы просто сидели бы сами с собой разговаривали и травили друг другу себе анекдоты. Как Юрец сказал, сам посмеялся. Да, сам сказал, сам посмеялся, а муж тебя в псих этого определил, да? Аня? Я хочу сказать, чтобы никто никогда не зацикливался на каких-нибудь там проблемах, ошибках. Да. Это оно все так и должно быть. Вот. Произошло, исправил, посмеялся и дальше пошел. Вот как я стараюсь делать. У меня в игре звук не работает. Вот я мне полигры проиграла, звук не работал. Потом я сделала все. Я же как-то всякое бывает. Самое главное, хорошее настроение, не нервничать, не обижаться. И не зацикливаться на подписчиках. Да. Они приходят и уходят. Так что это YouTube
он так работает. Это да. Не надо расстраиваться от того, что он их списывает, обратно подписывает, списывает, обратно подписывает. Да. Так оно будет всегда. Так что все будет хорошо. Самое главное дружить и поддерживать. Молодцы. Вот так вот. На этой позитивной ноте, блин, всем таких стальных нервов, как у Ани. Блин, это вообще, я просто себя У сейчас... Ани нервы, да, огонь. Обалдеть. Просто вот шикарно. Вот это я понимаю настрой. Не работает, ну и понятно, забей, играй как работает. Или в следующий раз сделаешь. Все. А то и у нас эти паникеры бегают. У меня стрим без микрофона. Аня сидит такая, ну и не работает, ну и хрен с ним. Все мне же нравится. Сегодня нет звука. Мне же нравится, а что вы там? Без разницы. Отлично, блин, девушки, очень-очень был рад. Все, на этом, я думаю, на сегодня все. Потому что личное пространство не хочу его больше забирать. А то Юля сейчас у нас от голода прям зажурчит в микрофон. Да. Потому что сохнет. Не, сохнет это не страшно. Пускай она сохнет только по мужу. А то потом муж начнет ревновать. Это все хорошо, да. Всем привет, мужьям вашим привет. Спасибо скажите мужьям от меня, что уделили несколько часов времени, что отпустили вас, тут пообщались чуть-чуть и так далее и тому подобное. Все нормально, если они там, ну, здесь все как сказать, в рамках приличного, пускай пересмотрят стрим и увидят, что здесь все прикольно, все весело. Даже намеки были, ну, даже про них разговаривали. Так что до этого докатились тоже, да. Как сказал Сталкер, говорит, начали с игр, закончили что-то там детским садом, детьми. Ну, потому что мы семейные, вот мы о детях есть. Игры, дети, памперсы и так далее, да, эти суши. Все, короче. Все понятно. Все, на этом, думаю, все. Так что пишите комментарии, делайте репосты, всегда рад, если кто-то захочет что-то подобное, то есть специально в гости на канале пообщаться, вот здесь что-то рассказать о себе, чего мы не знаем о вас через стримы, через какие-то влоги, шорты и так далее, хочет поделиться какими-то, не знаю, своими мыслями, секретами и т.д. и т.п. Пока всем, Сталкер, тебе тоже, до свидания. То есть... приходите, пишите в Discord, и мы что-нибудь придумаем. Девушки, вам огромное за это спасибо. Отдыхайте, кайфуйте, как в песне, прям кайфуем. Так что все. На этом все. Я вас отпускаю. Сам тоже должен удалиться. И вот так все прям... Да, было весело. Это хорошо. Я очень рад, если кому-то было весело. Если кому-то будет грустно, пересмотрите стрим, и вам будет веселее. Правильно? Да. Все. На этом все. Блин, супер. Но все-таки двигаемся дальше. Не унываем. Все будет нормально. Продолжение следует. Все. Всем пока-пока. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I